Вышел зайчик погулять. И 334. Всем привет! Вы на канале Польза.нет Live, стримы точнее. Меня зовут Саня, и здесь только подробные стримы с целью сэкономить вам средства. И сегодня мы будем с вами вместе пытаться решить, насколько хорош смартфон под неймингом Realme 12 Pro. Стоит ли его приобретать и какие здесь подводные камни. А их, как вы прекрасно понимаете, довольно много. Напоминаю, что канал без мата, без хамства и без каких-то новостных сюжетов, религии или чего-то подобного. У нас все просто про железо. И при том про железо, которое на данный момент перед вами. Завтра я выгружу обзор сразу же с равнения, не с Redmi Note 13 Pro. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Польза.нет, 447 тысяч подписчиков. И насколько это хорошо будет в плане обзора, я не знаю. Но я буду сравнивать его с Oppo K11, кто знает. Не Oppo Find, а Oppo K11. И вы увидите, есть ли разница, потому что это одинаковые по большому счету по классу устройства с одинаковым ценником, но и по идее одинаковыми алгоритмами. Но по факту это не так. Я сейчас вам покажу его. Вот он, Oppo Find K11. И заодно, кстати, по ходу буду рассказывать вам про него тоже. Почему? Потому что вряд ли я на него буду делать стрим, честно скажем. Но само по себе устройство очень интересное, потому что, повторяюсь, скорее всего, его вообще не будут продавать в России, я за него не топлю. Но даже если посмотреть на ЦП, здесь стоит Snapdragon 782. Что это значит? Это значит, что он не намного круче, чем местный Snapdragon 6 Gen. Сейчас 5 секунд. 6 Gen 1. Я думаю, вы видите. Так, надо ISO выставить. Всем, кто пришел, не забываем прожать лайк, подписаться на канал с колоколом и написать, чтобы я продолжал банкет. Почему? Потому что только от вас зависит, будут ли прожарки. Так, почему-то у меня камера не подключается. Вторая камера, основная, не подрубается. Обычно на второй камере вы видите, как я прожариваю смартфон, но сейчас почему-то она отказывается работать. И вполне возможно, мне придется вообще стрим бомбануть. Надеюсь, что нет. Устройство захвата, 5 секунд. Вот камера есть. Image ушел. А почему-то не работает Image. Сейчас попробуем запустить. Напоминаю, что еще раз вы можете накидать сейчас вопросов, и потом в перспективе эти вопросы я постараюсь для вас раскрыть во время стрима. Так. И после стрима тоже попытаемся раскрыть их. Так, еще раз. Надо было перепроверить, конечно. Эпичный фейл. Саня, продолжай жарить все подряд. Обязательно. Но вполне возможно, стрим мне придется перезагружать. Если сейчас камера не образуется и не образумится. Можно, конечно, с одной камерой справиться, но мне кажется, это будет дичь. Единственное, что я могу сейчас сделать, это... Хорошо, терпите. Я GoPro подвешу тогда. И GoPro будем снимать. Потому что это дело у нас работать отказывается. Экспериментально, экстремально, максимально быстро добавляем еще одну камеру. Захват видео. GoPro. Окей. Есть подключение. Ждем. Так, картинка будет. Картинка с GoPro пошла. Сейчас мы ее обрежем. И пока я ее обрезаю и делаю остальные прелести, я включу, в принципе, это Realme, но Realme 12 Pro, не 5G. 5G, разумеется, только для китайской версии. Очень странно. Да. И насколько он хорош,
Ну, на 20 тысяч рублей он хорош, даже на 21, может быть, на 22. 595 тысяч баллов в Antutu, как вы увидели сейчас. И сейчас я буду извращаться, чтобы это дело все прикрепить как-нибудь на штатив, обрезать, и у вас была картинка получше, чем сейчас. Но это лучше, чем ничего, правильно? Вот так вот и бывает, если спешишь. Привет всем, огромное спасибо, что пришли. Очень жаль, что не всегда у нас получаются супер качественные стримы, но это потому что спешка, которая нужна только при ловле блох и еще при кое-чем, да? Но с одной стороны. С другой стороны, мы освоим сейчас, получается, все девайсы из интересных, кроме Redmi 12 Pro Plus, который я планирую сделать все равно до сейла, так же, как выпустить еще пару топов. И 5 секунд. Да. Все, теперь дело за малым. Это повернуть изображение. Что мы делаем? Мы, в принципе, просто-напросто в онлайне делаем все то же самое, что делают блогеры без онлайна. Почему это полезнее? Потому что обычно то, что блогеры получают, во всяком случае, те, которых я некоторых вижу в результатах тестов, оно очень сильно отличается от того, что у меня. И мне очень всегда хочется поделиться тем, что мои тесты всегда максимально топорные. Да, не все вы их здесь видите, но какие-то основные есть. И плюс мы можем постоянно эти основные тесты провести совместно. Так, все у нас уже стало лучше. Еще ниже. Стало лучше. Еще обрезать картинку. И все. И будет огонь. И будет, во всяком случае, смотрибельно. Так. Ну, не особо смотрибельно, да. Но все равно. Давайте-ка еще чуть-чуть поизвращаюсь. Ладно. Ух ты, ёшки-гагошки. Всем привет, привет всем. Вам тоже привет. Я еще, мне кажется, могу сделать вот так. Шайбу только найти. И все. И головку. Найти головку. И тогда можно будет устраивать банкет. 5 секунд. Так они стримы проходят. Вроде ты готов ко всему, а по факту не готов ни к чему. Что такое Realme 12 Pro и почему я не особо суечусь? Это супер эконом-класс. И притом не дико популярный. Если вы, допустим, возьмете тот же сегмент Poco смартфонов, они намного популярнее. Почему? Потому что процессоры у них интереснее намного за эти деньги и стоят они дешевле. А камеры, они не всем нужны объективно. Понятно, что все пытаются убедить в окружающих, что камеры нужны. Но по факту всякие телевики, как 12 Pro Plus, это довольно сомнительная история. Вы можете посмотреть сравнение 12 Pro Plus. Я ради интереса сделал с S24. И как мне пишут, а почему я его сделал? Потому что некоторые блогеры тоже их сделали, и я собезьяничал, но мне просто очень было интересно, откуда у них такие результаты. И, в общем, я это не понял, с вами поделился, и все. Потому что просто бы было делать обзор на 12 Pro Plus, мне бы сказали, ну ты ошалел, они же позиционируют Realme свои среднячки как фотофлагманы. Хотя странно иметь фотофлагман, когда у тебя нет, в принципе, видео фотофлагмана вообще. А но вот в средняках у них а-ля лучше они. Очень странные дела, я это дело не поддерживаю, я не поддерживаю их политику ценовую, но после некоторых обзоров вы можете заметить, что и некоторых разносов люди чуть-чуть начали дружить с головой, и ценник на их устройство стал ниже. Опять же, это мне так кажется, вы можете не согласиться. Напоминаю, что Realme 12 Pro Plus в какой-то момент времени у нас стоил лучше кружевные трусы по весь удачи. Чего? По поводу видео все проверим. Сейчас я преобразую еще чуть-чуть. Изменить преобразование, вращение. Сейчас я вырежу. Обрезка снизу.
400 пикселей. Ага, слева, значит, 0 пикселей. Справа 400, даже больше. 600. Слева 600. Даже больше, 650. И у нас уже более-менее нормальная картинка. Конечно, для игры будет не особо комфортно, ну и ладно. Вот так мы вышли из ситуации, когда у нас Сонька не подключается. Просто я напоминаю, что у меня две Sony камеры, и они обе, когда подрубаются к компьютеру, иногда надо его перезагружать. Я его вроде перезагрузил 2 раза, но не сработал. Вот. Архитектор, привет. Архитектор на меня за прошлый стрим обиделся за то, что я недостаточно позитивен. Я извиняюсь, архитектор, но у меня контент такой. Вот как бы, потому что за позитивом идут туда, где Samsung выигрывают вчистую S23 Plus, Realme 12 Pro Plus, а сюда люди приходят для того, чтобы узнать суровую реальность. К сожалению, это опять же как бы мое кредо, и я, наверное, по-другому не могу. Я, наверное, был бы массовиком-затейником, если бы да кабы. Я все равно не понимаю, причем здесь кружевные, прям как Honor X9B. Что Honor X9B? Этот смарт, который предлагали, наверное, мне кажется, контор 20 мне писала по этому бедному Honor. Его уж как только как только не могут, просто запихивают везде. Так вот, по поводу снэпа этого. Давайте я тоже заодно здесь его пошаманю. Насчет Oppo K11, кому интересно. Первое. Обзор на него будет не раньше, чем через 2 недели. Это раз. 2. Смарт, по мне, достойный, но, опять же, это специфичная штука. И сказать, что нужно бежать его и покупать, однозначно нет. Ты держишься 5 стримов подряд, расскажи свой секрет. Red Naomi, какие 5 стримов? Если вы обратите внимание, кстати, у меня на польза стримы канале еще 3 неоткрытых ролика. И ежедневно, да, вы видите ролики обзора на смартфоны, и помимо этого еще и стримы. Но, как мне правильно вчера отметили, недостаток определенные стримы на технику, все одинаковые, похожи друг на друга. Однозначно да. Вот, и вообще стримов бы было подряд штук бы 20, но, к сожалению, я улетаю в Абу-Даби, может быть, я там сделаю стрим еще 15 числа, пока у меня семья не прилетит. И если только сделаю, то вот из разряда такого а-ля игрового, через камеру, если там будет достойный интернет. Honor Pad 9, он оверпрайснутый. Зато будет, я сейчас покажу, какой пад. 5 секунд. Да, это вот эта вот штука, которая соточку стоит на Али. Но она, кстати, по-моему, не сотку. Я сейчас посмотрю, за сколько я брал. Я его брал за $560. $560 это 52 тысячи. За 52 тысячи рублей его можно купить. 5 секунд. И вот за 52 тысячи я его и купил. Или 50, да, 51 тысяча у меня. Даже дешевле 50. Вот. И единственные достойные планшеты, это вот если либо игровой, вот такой, никак не могу сделать на него прожарку. Сделал бы, если бы не улетал. Еще вот эти два, разумеется. Это то, чем я пользуюсь, понимаете? И даже 3. То есть минька, я ей пользуюсь, Air я ей пользуюсь, и прошку редко. Прошка, и если мне хочется делать, ну я не делаю. Это знаете, как иметь возможность, но не иметь времени. То есть да, если вам интересно, последние, наверное, 6 дней я сплю по 4 часа. И да, завтра, кстати, не будет на 12 Pro обзора. Завтра будет обзор ителовский, на ителовский смартфон. Рекламный обзор. Я повторяю, что несмотря на то, что я рассказываю вам Itel, Tecno и Infinix, это третий эшелон, не брать плохие девайсы и т.д. и т.п. Это единственные люди, которые покупают у меня рекламу, и я делаю на них рекламные обзоры, притом каждый раз об этом напоминаю, везде, во всех телеграммах, в описании, в прикрепе, как это называется, водяной знак. И это довольно забавно, потому что, мне кажется, больше всего бомбит блогеров, которые их облизывают, но как бы без шильдиков, есть и такие. У кого-то, не знаю, там 550 контрактов, и у них НДА, это типа договор о неразглашении, о том, что они типа топят за это дело. А к чему это все? К тому, что завтра будет Intel, послезавтра будет Realme 12 Pro, послезавтра будет первый топ, потом следующий, потом еще, наверное, 3 топа подряд. И после этого я уже сделаю
обзор на Redmi. Ну, я его сделаю раньше, но вы увидите его через дня 4. Redmi 13 Pro. Потом, наверное, на OnePlus 12R. Ну, решим. Я напоминаю, что я купил 4 ноутбука. Прям 4. Я на сейле об этом говорил. На них будут обзоры. И будут обзоры еще на 4 пылесоса, которые купил тоже на сейле. Вот. Надеюсь, что... У меня мини-эксперимент. Мне интересно, за сколько я их потом продам. Дмитрий Гордиенко, привет. Тоже дошел. Насчет Red Naomi держишься? Я помню, как-то 1,5 года назад, в 2021 году, в ноябре у меня был 9-часовой стрим по распродаже. Вот это была дикость, потому что я параллельно еще мониторил скидки, параллельно закупался. Кстати, пока я не забыл, я хочу вам показать интересную штуку. Вам будет, во всяком случае, полезно знать. Почему? Потому что я очень долго и упорно разносил великолепный смартфон под названием Xiaomi 14 Ultra. Притом, скорее всего, я его куплю, наверное, даже сейчас. Сейчас вы поймете, почему. Вот. Если вы обратите внимание, то... Так, это не та. Короче, его в глобалке продают шикарным образом. И еще, помимо этого, с ним дают гифты. Подарочки. Зарядку и фотографер-кит. Я сейчас вам покажу. Я сейчас вам переведу в рубли. Притом, разумеется, можно еще купон хапануть. Add to cart. Collect. Ваучеров сейчас наберу. Ой, я нашел еще за 39 даже. Или это потом будет 39. Короче, потом он будет 39 стоит. Можно будет этими монетами расплатиться частично. Не, нельзя. Не получается. В общем, смысл в том, что он выходит с китом, чтобы, ну, те, кто решили, те, кто послушали обзоры и купили китайские версии данного смартфона, я вас успокою, потому что если вы бы купили его здесь, то он бы вышел вам 16 512 в 110 тысяч рублей с китом. Я, кстати, белый сейчас куплю. Все. Покупать или нет? Плюсик напишите, если покупать Xiaomi 14 Ultra. Еще раз повторяю всем, кто напишет мне зажравшиеся блогеры. У меня нет квартиры, у меня нет машины, у меня есть телефоны. Все. То есть я вас успокоил, всех беспокоящихся. Почему ты не сравниваешь Realme 12 Pro с Redmi Note 13 Pro? Потому что рядом не валялся. Я сейчас вам покажу почему. 5 секунд. Я думаю, вы догадаетесь. Плюсик, плюсик. Станиславу неинтересно ультра. Я бы белый купил еще и с китом. Плюсик. 1 плюс только будет. Единственное, я хочу еще поймать там баллы, но мне кажется, минус, вот, может быть, никому не надо. Если посмотреть на обзоры, то мне кажется, что... Не знаю. Promotions. Follow. Вот тут. Зачем второй 14 ультра тебе? Подожди. 14 ультра у меня был китайской версии. Я хочу купить глобальную версию. Big Sama. Я же покупаю так обычно китайские глобальные, глобальные. И есть минуса при их продаже. Китайский я продам в ближайшее время. Вот. Плюсики, минус. Но если посмотреть, да, говорю, на просмотры, обратите внимание на канал. Напоминаю, что меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. Я уверен, кстати, тротлинг-тест он не завалит, потому что там нечему заваливать. Самый неудачный из последних 4 смартфонов это как раз Ультра. То есть он нужен, 26 тысяч просмотров было у него только всего. Когда 23 тысячи на OnePlus за вечер, еще день еще не начался следующий, а уже 23 тысячи.
Прошлый обзор на китайскую версию набрал у OnePlus 92 тысячи просмотров. О, опоссум до нас дошла. Один блогер показал, что есть программа на китайской прошивке, он переводит на русский. Алекс, ну еще раз, вы понимаете? Я сейчас еще раз вам объясню. Вот вы смотрите обзор. Я говорю, там, смотрите на площадках. Тоже я не фея, вообще не шутя. Ну, то есть я не фея. Но мне не важно, купите вы этот смарт или нет. Повторяюсь, еще есть такая магия, если кто не понимает, китайские смарты, но за них никто не платит. То есть за то, что вы покупаете айку, никакой блогер ни копейки не получает. Понимаете? И может там какие-то копейки от кого-то там, но точно не от продавца и не от компании, ни от кого, потому что ее в принципе не существует в России, и никто не заинтересован их продавать. Плюс они еще и меняются редко. То есть, если купишь айкушку, то, скорее всего, ты не будешь благополучным образом после этого очень долго ничего покупать. Но я хочу вернуться к своим баранам, к тому, что на китайской версии люди зарабатывают на одном экземпляре 30 тысяч рублей. То есть 30 тысяч рублей ты, покупая Xiaomi 14 Ultra, делал бы при продаже на Авито, если бы ты ее продал. Вот. Мне, допустим, ну, на мне тип наварился, не знаю, на 1025, когда я покупал. И, разумеется, глобалка, она никому платить не будет денежек. Ну, то есть это глобальный магазин, он его продвигает, он там скидку делает. И проще рассказать вам о том, что можно перевести на русский язык прошивку, но не сказать, что агрегация частот там не будет, Android Auto не будет. И еще много всяких прелестей, возможно, от Xiaomi. По-моему, там бенды все, не все в Xiaomi 14 Ultra, я уже забыл. Герго СПБ, огромное спасибо, что пришел. Да какой... Ну, еще раз, не надо... То, что блогеры некоторые ленивы и не делают подобные стримы, ну, то есть, как вы помните, я это дело давно делал. То есть, я стримил-то, я без остановки-то и стримил, я просто стримил на Твиче. И меня спрашивали, а как ты стримишь, там 10 человек в онлайне? Да мне все равно было, сколько человек в онлайне. Мне надо было протестить, и я это дело тестил в онлайне. Вот теперь я тестирую это на Ютьюбе. Подумал, ну если на Твиче у меня звук отваливается, то будем что делать? Правильно. Будем тестировать на YouTube, а за счет того, что у нас идут тесты на YouTube, у нас есть возможность благополучно еще и пообщаться, я могу на что-то ответить. И если кто-то приходит из компашки нашей, разумеется, каждый день, если вы приходите, вы слышите одну и ту же информацию, потому что одни и те же вопросы. Она чуть-чуть видоизменяется, потому что приходят новинки, потому что кто-то может спросить про 12 Pro. Кстати, я читал на одной из веток, что в последнее время у Realme 12 Pro как раз проблема с третьим бендом, и у кого-то не ловит 4G. Кто-нибудь про это читал? Алексей Смирнов, спасибо большое. Так вот, не я стахановец, просто остальным блогерам. Ну, опять же, для чего чаще всего делают стримы? Прямым текстом. Разумеется, для донатов. Донатов сейчас мало у кого есть, мне кажется, во-первых. Во-вторых, у меня, в принципе, их никогда не было, поэтому я за счет стримов набираю аудиторию. Плюс накидываю пруфы для обзора. Но обзор теряет часть просмотров, как бы я взвешиваю и окей там. Плюс у меня есть на стримы, повторяюсь, на этот канал план. Возможно, вам будет потом когда-нибудь интересно, может быть, это через год будет, может быть, через полгода, может, вообще завтра буду делать. Там будет контент как раз с разносом различных компаний, платформ и всего остального. Но без хейта, ну и плюс есть еще блогеры, которые готовы там, я хотел бы проинтервьюировать, но это не интервью было бы, а просто вот за жизнь, чтобы вы понимали позиции по поводу тех или иных брендов. Понятно, что это очень колко и неприятно, когда один блогер у другого спрашивает по поводу какого-то бренда и по каким причинам. И, скорее всего, это будет в онлайне на стримах. Разумеется, без того, чтобы мы потом морды друг другу били. Но вы идею, я думаю, поняли. Вот. Кто-то из блогеров уже согласился, потому что это же для них тоже плюс. Может быть, кто-то сейчас меня смотрит и подхватит эту идею как-то. Но я просто знаю, как их заманить. Вот. Они пока еще не знают, что я знаю, как их заманить. Может, они, конечно, скажут нет. Самый сбалансированный компактный смартфон, по моему мнению. Xiaomi 13 с точки зрения цена-качества. Кто там быстро раскупает, Артур, Realme или Айку?
Никто быстро его не раскупает. Кто-нибудь есть сейчас, народ, если кто-то смотрит с Абу-Даби, напишите мне. Потому что я завтра вылетаю, и мне сказали там этот, а, три таксишки. Три таксишки, и одна из них какая-то не очень. Или кто-нибудь, может, летал, там есть смысл баксы менять прямо в аэропорту? Потому что, допустим, в Таиланде, в Доминикане, да, нет, в Турции лучше не менять. В общем, в каких-то странах есть смысл. Во Вьетнаме, кстати, в аэропортах курс лучше, чем в городе, а чаще. Ну да, Станислав, опять же, если захотят, опять же, это вопрос, как бы сформулировать. В том, что я смогу предложить, что они захотят от этого. Очень много, видите, проблем в том, что я понимаю, что вы видите, допустим, какой-то канал, и вам кажется, что он персонализирован, и это блогер. А по факту я знаю, что это не блогер, а проект, и там некого интервьюировать. И таких каналов прям реально много. Вот, это, наверное, проблема. Ну и плюс я там никакой не миллионник. Был бы миллионник с миллионами просмотров. Опять же, их сложность никакая нет сделать миллион просмотров. Просто закупаешь в телегах рекламу, как все делают. А, хотя есть, опять же, допустим, Илюха распаковка 2 паковка, он и так миллионы иногда набирает. Я летал в аэропорту, Абдираловка была. Юрий, спасибо. Но благо у меня карточек хватает, я тогда по безналу расплачусь. Дмитрий Гордиенко, этот контент будет еще ой как не скоро, потому что меня больше всего вот такая вот штука устраивает и нравится. Я вас успокою, хотя нас очень мало. Не забываем подписываться на канал с колоколом. Возможно, в каких-то моментах у нас он слегка такой пока неотесанный. Вы, кстати, знаете, что прошлый наш стрим почему-то не подходит под требования рекламодателей YouTube. Я не знаю, что там я говорил такое, но, в общем, что-то было. Они сейчас проверяют. Но, чтобы вы понимали, вчерашний стрим на OnePlus 12, 12 набрал почти 5000 просмотров. На 12 Pro Plus 5400, на Xiaomi 14 глобальной версии 5500 и на Honor Magic 6 Pro 4600. То есть уже многие стримы набирают довольно большое количество просмотров. Для меня, повторяюсь, для меня 3000 просмотров на стрим это много. Лучше в Китай слетать. Я решу, что мне лучше. Хорошо. Я вам еще скажу, что в Китае я намного дешевле куплю смарты, и мне кажется, что это будет еще, возможно, какая-то моральная проблема мне, потому что я рассматриваю Китай, в принципе, как интересное место. У меня там есть друзья, но меня особо туда не тянет. И Китай особо теплым не назовешь. Неотесанность преимущества и изюминка. Может быть, спасибо. Почему 13 Xiaomi? Его в глобалке вроде нет. Нет, он есть в глобалке, и когда у меня спрашивают компакты, меня это слегка нервирует, потому что есть только Samsung 22, 23, 24, Xiaomi 13, 14, я не буду 12 вспоминать, слишком давно было. И, разумеется, Zenfone. Все. Куины не вспоминаю. И за прошлый стрим я эту фразу говорил раз 10, поэтому люди, которые смотрят стримы, наверное, слегка нервируются и не понимают, как я, как попугай, повторяю тысяча раз один и тот же ответ на один и тот же вопрос. Люди новые приходят, поэтому приходится повторять. И ничего в этом критичного, для этого стримы и существуют. На Синон, на такие вопросы я не отвечаю. Почему? Потому что у вас есть название бренда или название, допустим, девайса. Вам интересно мое мнение. Вы берете, просто копируете название этого девайса и пишете «Польза.нет». У меня есть на него обзор. На какие смартфоны я в прошлом году не сделал обзора? Кроме Sony. Ну вот Sony я добил в этом году. И еще маленький Sony я сейчас покажу. 10V тоже будет. Ну, точнее, был один Mark 5 или 4. 1V. Вот это десятка. Вот. Но на него тоже обзор будет не раньше, чем через 2 недели. И это небольшое горе, потому что мне кажется, что вот такие вот железяки надо долго и мучительно. 11К у меня также есть. Долго и мучительно тестировать и потом уже с ними танцевать. Вот. На ROG Phone
Рокфон 8, получается, Pro. Может быть, еще один стримчик будет. Будет, скорее всего. И все. Я думаю, вы устали уже от смартфонов. Устали от смартфонов, нет? Soundcore Motion 300, офигенная колонка. Да, но когда... Спасибо. Рад, что тебе понравилось. Но вот сотка, я не уверен, что тебе так зайдет. Мне вот почему-то она кажется какой-то плосковатой чуть-чуть. И я удивлен, что я потратил столько денег и как бы... И в итоге получил девайс, ну, который я не назову супер-мега топовым. Не назову, не получится у меня его назвать супер-мега топовым, это печально. Почему печально? Потому что ты всегда ожидаешь чего-то, а когда ты получаешь что-то не то, что хотел, ты расстраиваешься. Как боксер говорю, да? Нет, смартфоны топ. Хорошо. Я очень рад, кстати, что сейчас есть о чем говорить, потому что когда безрыбье, вот это вытягивание из пальца чего-нибудь там. Ну вот, кстати, те, кто смотреть будут мои топы, обратите внимание на то, что там не будет каких-то смартфонов. Допустим, там не будет 11 Ультра. Потому что я считаю, что это разводилово. Разводилово. Может быть, я не прав. Но на сегодняшний момент это разводилово. Может быть, он потом будет в фотофлагманах. Не устали. Завтра еще в записи смотреть стрим. Сейчас спать. Спокойной ночи. Как относишься к Nothing Phone 2? Я его обязательно куплю в Абу-Даби, кстати. Нет у меня никакого остервенения бежать его покупать. Я уже мог здесь его уже купить. Но, во-первых, я буду по-любому там, ну, вот у них такие болячки все время, прям лютейшие. Это раз. Два, ну, это бред. То есть за их железо такие цены, это бред. Это даже не OnePlus. Смотрите, сколько по скидонам этих нафинов везде. Просто море. Просто море. Уже третий раз задаю вопрос. И что? Ты же не один пишешь, Арго. Какой камерафон лучше купить? За 55 тысяч нет камерафонов, только есть какая-нибудь там ZTE Nubia, что-нибудь там, и ты можешь ее приобрести и ходить с гордо поднятой головой и говорить всем, что вы вообще ничего не понимаете. Третий эшелон это топ, и это камерафон. Все. А так, что угодно, с джекэмом дороже $250 будет камерафоном у тебя. Почему Samsa S23 не было? Плюс. Почему не было Samsa S23 Plus? Потому что мне Сбермегамаркет прислал вместо S23 S23, вместо S23 Plus S23, я не стал его уже покупать. Но обменять они мне не обменяли, и я просто влетел на бабки и все. Вот. Вот и вся история. Я не покупаю. Это, знаете, как карма. Значит, не надо было мне его приобретать. Ничего ж себе, почему у меня вылетел он? Почему у меня вылетел? Мне не нравится, когда в топ китайские версии отфильтровывать. Ну, значит, вам нужно смотреть просто другие топы. Ничего грубого, но знаете, когда я так отвечаю, может показаться, что я хамло. Нет, поверьте мне, мне просто хватает просмотров от людей, которым интересно мое мнение. Но мое мнение, оно особо не меняется. То есть танцевать от того, что там должна быть глобалка, ну, если бы вы реально прям заморачивались по глобалу, вы бы покупали последнюю ультру все время от Samsung, либо iPhone 15 Pro Max. Все. Все. Вы хотите сказать, что вы Honor Magic 6 Pro какой-нибудь в глобалке будете покупать? Серьезно? Или, ну, вот реально, что вы будете покупать в глобалке на 40 тысяч дороже? Лелик, спасибо большое. Я рад, что вам заходит это дело. Poco F5, да, супер. Часто обманывает. О, там такие разводилки есть. У меня последние 3 заказа вообще отменяли. Ну, это из разряда там что-то супер дешевое нашел, купил, отменили. Нашел, купил, отменили. Ну, окей. Вы видели, что в DxOMark перевалили 157 попугаев Oppo Find X7 Ultra, никто пока к 160 очкам не приблизился. Илья Нерестов, наверное. Я вам скажу прямо, что эта контора, она, мягко скажем, ангажирована баблом, по-другому не сказать, потому что у них Honor Magic 6 Pro
стоит на первом месте по селфи-камере с 4К 60 FPS в отсутствии 4К 60 FPS на фронталке. А самое приятное, наверное, во всей этой истории, что мне кажется, что они вообще не от мира сего. У них Xiaomi 14 куда-то там 29 что ли, место утонул. Вас не должно это трогать. Вы понимаете, что методика. Вопрос это как... Вы знаете, как проходит... А вы доверяете этому человеку? То есть, если вы скажете, что не доверяете, то, может быть, у вас будут проблемы. И все. То есть, не какие-то конкретные вопросы. Там, есть ли у вас беспокойство? Хотели ли бы вы поменять? Или там, ну, какие-то вещи. Это как с политикой, такая же тема. Они просто правильно подбирают вопросы, чтобы у них получился правильный победитель, и все. Они что, стримы проводят или исходники скидывают? Да нет. Просто сделали контору, на которую, ну, опять же, с ОПа я согласен. С фронталкой, ну, это бред. И по какому принципу, допустим, у них получается по экрану тоже Honor Magic 6 Pro, по-моему, первый. И у них по экрану Honor Magic 6 Pro первый, в то же время он получается, что с закругленными краями. В чем? Дмитрий, да, они что-то реально туда запихивают как-то где-то, а по факту не методика их подсчета уже чистой воды деньги. Вот прямым текстом. Я прям миллиард процентов уверен. Как и в статьях каких-нибудь. Вы знаете, сколько вот... я небольшой блогер. Мне, по-моему, только ленивый не писал с фразой «можно купить место в топе». Ну, то есть, если бы я хотел делать хайп, знаете, как мне многие пишут, там, токсичный, да и не токсичный даже близко. То есть, если у меня психоз и нервоз по поводу каких-то вещей, поверьте мне, он без какого-то там крайней стадии. Вот я, допустим, говорю, я не буду работать с Huawei никогда. Там, я говорю, что Realme как были, так и остались плохими людьми. Но я не копипастю, что переписки там или еще что-то. Но это дно. То есть, опять же, кто-то это делал, ну хорошо, ты на это набиваешь аудиторию, но то же самое по поводу топов. Ну пишут мне и пишут. Ну, кончалыги, дураки, блин, у них манагеры, может, просто бренд сам по себе не виноват, а сидит у них идиотина какая-то там, и все, и пишет херню, подставляя этот бренд. И таких, я говорю, таких историй тулиарды. Очень они хотят размещаться у меня, безумцы. Я больше доверяю здесь, чем других. Спасибо за прожарки. Алекс, так мне можно не доверять. Я говорю, вот в камере, в онлайне я уж точно не буду сидеть, монтировать вам, как тротлинг-тест проходит или как игрушка идет. Вы все видите настройки, что я выставляю. В этом-то и смысл. Мне не надо доверять. Доверяй, но проверяй. Проверяете, сидя и смотря. Но опять же, еще раз повторяюсь, моя политика, я очень надеюсь, что у меня так чаще всего и появляются подписчики, которые долго смотрят. Они меня не слушают, идут покупают какую-то шляпу, мягко сказано, и потом возвращаются. Все. Доверие получено, потому что они где-то услышали, что все good. Пошли сюда. Вот. И все. А после последнего обновления Find X7 стал намного интереснее. Рекомендовал бы его. Так он и так был интересным. FE-шка будет, двое беспроводных наушниках от Samsung скоро. Ну и ты сам говоришь, что дороже $300 плюс-минус все одинаково. Итого выбирать по тактильности. Нет, я говорю, что если у вас прямые руки, то $300 и Gcam для фото может все. Но это только если у вас есть прямые руки и Gcam. Или вы можете пользоваться ручными настройками. Но опять же, вы ощущаете, вот сейчас 166 человек в онлайне. Смартфон не особо популярный, во-первых. Во-вторых, у меня там обложка не очень, и т.д. и т.п. Нас достаточно много. Красава, привет. Рад, что ты дошел до нас. И третий раз. Не особо он разогрелся, вообще не разогрелся. И там нечему греться. 46 градусов, 36. То есть все в огне. Почему мы обсуждаем фото? Ну вот почему мы обсуждаем фото? Мы на YouTube обсуждаем фотографии. Вот почему людям нравится смотреть про то, как кто-то рассуждает про фотографии, фотовозможности.
Мы на YouTube уже все, картинка. Это не статическая картинка, это не живопись. Это динамика. И это, знаете, как прикол, как часто вы пересматриваете фотографии? Вы часто пересматриваете фотографии? Честно. Другой вопрос, что да, посмотреть фотографии, что кто-то делал, там был, это смотрел, здесь такая-то ситуация интересная, здесь интересные люди. Вопросов нет. Но де-факто эти тулиарды фотографий, они никому не нужны. Есть хобби такое, окей. Сформировали потребность. Но это называется сформировали потребность. У общества сформировали потребность в фотографии. У общества сформировали потребность в видео. Но в то же время, допустим, те же фанаты андроида, они забывают, что основная масса всех этих тем, ну сейчас, я не делаю шортсы в основном. То есть у меня только распаковки. Я раньше пытался делать, но как-то мне не зашло вообще. Вот. Потому что, чтобы сделать качественный шортс, нужно время. Чтобы ты сделал, ну, помимо того, что время, в шортсах проблема, что если ты передаешь всю информацию, которую хочешь, она отбивает желание смотреть обзор. Потому что позитивный шорт сделать не могу тоже. И к чему это все? К тому, что шорты лучше всего делаются вот на этих штуках. Все. То есть, если короткие видео. Длинные видео тоже самое. И там же и монтируются. Я захожу несколько раз в год посмотреть фотографии давности 5 лет и старше, сформированный архив. Илья, это вас мотивирует? Что купить? Redmi Note 13 Pro или Realme 12 Pro? Понятия не имею. Решайте сами. Думайте сами. Ну вот Redmi Note давайте 13 Pro я сейчас тоже активирую. И включу ему Antutu. Да? Я, кстати, сейчас боюсь... Вот реально, прикиньте, такая тема, что я сделал, получается, покупку. Конкретно купил Xiaomi. И боюсь его обновлять. Что он у меня уйдет в ребут. Я понимаю, что они уже удалили вот это вот мракобесное обновление, но психика работает именно так. Типа я не полезу туда, пока... То есть я его обновил обычным обновлением, но я не полезу в смартфон обновлять что-то еще, пока у меня не начнется... Пока я не закончу обзор. Вот. То есть, короче, я теперь беспокоюсь о том, как обновлять Xiaomi. Tears Maker, конечно. Но вот смотрите, у меня камере Sony FX3 уже года 2,5. И мне кажется, только сейчас более-менее началась нормальная картинка при съемке. Хотя не скажу, что прям супер-мега топовая. Вот то же самое про все остальное. Я люблю фотографировать, а Новый год со стабом Osmo Mobile SE подарили. Очень крутая вещь. Ну, круто, но еще раз повторяюсь, видоделы, сам себе режиссер, отлично, все, нас так растили, но не надо перегибать палки. И нужно понимать четко, вот смотрите, перед вами девайс, у него есть 4К 30 FPS. Зачем? Зачем 4К 30 FPS? Нужно 4К 60 FPS, да. Нужно 1080p 60 FPS, да. 30 FPS зачем? Чтобы ночью лучше снимал на штативе? Вы издеваетесь? То есть какой он, ну, вот, и вот то же самое Honor Magic 6 Pro. На фронталке 30 FPS. В облаке от мейла каждый день подборки приходят. Очень забавно. Ну, круто. Перед тем, как галерею почистить. 12-я линейка Realme долго идет до ритейла. Пам-пам. Но я думаю, что они боятся профаниться конкретно. Либо ждут, когда у людей появится острая потребность покупать. Не знаю. Не знаю почему. А что, их же в ритейле продают или нет еще? Не надо перегибать селфи-палку. Вот она, селфи-палка моя, Уланзи, на которой столько было обзоров одним кадром на пользу стриме. Это да. Думаю тоже о покупке стаба. Телефончик теперь нормально снимающий видео есть. Да, Osmo норм. Osmo норм. Но нужен ли он вам? Это вопрос дня. Это как я купил стабилизатор под камеру большую и, в общем, не пользуюсь им. Давно уже.
Саня, 4К 60 FPS, как считаешь, избыточно в нынешних реалиях? Он без стабилизатора почти у всех. То есть у Samsung он был еще хоть какой-то, у Xiaomi он был вообще просто вот что... Big Sama топ на Snap 3 уже готов, и вы его увидите, может, послезавтра. Я не знаю, завтра будет Intel, послезавтра, наверное, 5 секунд. Завтра Intel, послезавтра Realme 12 Pro. 16 числа, наверное, будет, или 15, 15, наверное, будет топ. 16 Realme 12, Realme 12 Pro, или еще один топ. И 17 будет Realme. И потом будет Redmi 18. Вот такой вот мини-план. Пойдет? Пока. Глобальный Mi Band 8 Pro в наличии. Обзор будет 18, я думаю, тоже. Наверное, 18 два обзора выгружу, или 17. Так, и чего? Так, Xiaomi у меня разрядился полностью. Но у меня есть магический Xiaomi-шный блок питания. Я сейчас вам... Хотя на 90 ватт его мне хватит, правильно? И заодно 13T Pro проверим, как быстро заряжается. Вот так я обычно и тестирую устройство. Видите, 3 девайса лежит, и все, и понеслась. Секундомер. Понятно, что я там не включил сейчас никакие ускорялки. Но, ну и ладно. О, смотрите, он подключился, сразу 1% показывает. Буду ли я жарить S24 на снэпе? Я его купил, он будет у меня в руках 16 числа. Буду ли я его жарить, я не знаю, напишите. Наверное, да. А мы обычный жарили. Мы обычно жарили на Exynos. Honor Choice Watch часы. А у вас Honor смартфон? Добрый, честно сталу. Хай. Жду обзор на Sony Xperia 10. Никифор, это будет не раньше, чем через 2 недели. Даже через 2,5. То есть я Oppo, Sony буду гонять не скоро. Но это такие вещи, понимаете, специфические. Я знаю, что я хочу ее продавать. Ну и как-то вероятность вообще в этом деле всем преуспеть довольно низкая в плане этих обзоров. Но кто-то посмотрит, кто-то придет на стрим по-любому. Snap лучше оптимизации. Tiermaster, Tiermaker, да. Но, как я помню, на снэпах там на некоторых моделях нет русского, а на некоторых моделях нет бендов. Нет? Тоже думал про такую штуку, что в смарте есть стабилизация на модулях. Так есть ли смысл в активном стабилизаторе? Или лучше обойтись просто удобной палкой? Дешевле и забросить не так жалко. Нет, вам нужен стабилизатор DJI, чтобы прям вообще топовая картинка была. Вот. Какой бы ни был стабилизатор в смартфоне, он проиграет стабу такому. Леонид, а обзор был шортс на пользу стрима. И скоро будет полноценный обзор. Да, S24 на Exynos гоняли, был стрим. Привет, Саня. В Honor Magic 6 Pro не было графического ключа в настройках. Я не помню. Пересмотрите стрим. Почему не было? Обычно есть. Я не помню. Я даже не обращал внимания. Я обычно в первую очередь ставлю графический ключ, и потом ставлю лицо, и потом уже ставлю пальцы. Есть ли смысл брать P60 Pro, если часы, наушники, ноут от Huawei? Какой у вас выбор? И вы не играете, гуглы вам не нужны, наверное. Или так уже аккаунта на Huawei. Я прошу прощения, наверное, и правда, 5 стримов это жестко. Да дело даже не в стримах, а дело в том, что я еще параллельно просто делаю обзоры и топы. Видите? По баллам К11 чуть-чуть покруче будет. То есть здесь у нас 560 тысяч, а здесь у нас 700. Вот так. Может заодно стресс-тест провести.
Лео Браво, философия смартфонов — это техноигрушки. Ну да. Так это ж, ну, я не считаю, что это плохо. Понимаете, когда ты понимаешь проблему, это даже не проблема. То есть ты понимаешь, что просто-напросто в этом ты можешь как-то играться. Я, допустим, когда у человека купил Xiaomi 14 Ultra, он мне написал довольно забавно. С тебя я сначала начал смотреть твои обзоры, потом начал продавать, и теперь ты у меня покупаешь. То есть я настолько старый, что уже перекупы выросли на моих обзорах на каких-то. Но я этому рад. То есть если кого-то это обламывает, то мне наоборот, значит не зря делаю. Если для кого-то это явилось чем-то полезным. Не зря канал как назвал. 768, по-моему, G. Ну, 700 тысяч неплохо. Все равно побольше, чем 12 Pro. Но опять же, видите, не настолько и больше. Чтобы сказать, что... Но я еще вам скажу, что Oppo K11, вот поэтому я как раз и делаю на него обзор. Потому что он по съемке, по съемке он лучше. Опять же, это мой взгляд. Может быть, я не прав, и мы еще увидим в обзоре. Может быть, у кого-то будет другое мнение. Сейчас проверю, сколько он стоит. Да, он дешевле. Он стоит 21 тысячу рублей. Сейчас ОПК 11. Но он не глобалка, видите? С другой стороны, 12 Pro вообще за него сейчас хотят 32. Я не понял. Ты меня на понял не бери, да? Как так? Как так могло произойти? OLED 120 Гц тоже. 782G. Там есть третий и седьмой бенд, 20-го нет. Как мне часто говорят, 20-й вообще в России не нужен. Нет, 20-й кое-где нужен, и в этом проблема. И агрегация частот — это агрегация частот. Кофейку попей. Я Николай Максимов и планирую. Вы меня простите, да, если я дойду до кофемашины, потому что я вроде пью энергетик, но мне как-то не помогает. 5 секунд, иначе я умру здесь. У меня-то просто время сейчас 3:15. Вот. Это меня не оправдывает. Но обычно стримы так и проходят. Попить-то можно, правильно? И пообщаться нам тоже полезно. Тем более потом у нас будет долгий перерыв на стримах. Может, я еще завтра сделаю стрим на Redmi Note 13 Pro днем, но я в себе не уверен. Ох уж этот пресловутый 20-й бенд. Тут зашел в ДНС на днях и ощумел внешние жесткие диски, что стоят космос. Они, мне кажется, хотят искусственный дефицит создать. Почему? Потому что жесткие диски, как и оперативная память же стала безумно дешевой. Вот. И так как они стали безумно дешевыми, мне кажется, что эти типы решили просто, ну там, не знаю, один из 50 они продадут, и то зашибись. Понимаете? И если один из 50 продадут, то они будут рады. Ценник абсолютно неадекватный везде, по-моему, на все жесткие диски, на SSD, на внешние жесткие диски. Раньше казалось, что надо круче, громче, фотосъемче. Ну, логично. Есть такое дело. А есть топ-8 Gen 3 в среднем автономность. Будет топ скоро. Терпите. И там будет, ну, не сравнение всего, но много всего. Много всего. Покупай обычный жесткий диск. Да, я только хотел показать. Смотрите. А куда я его спрятал? Повертел в руках, в общем, хотел показать, как сборку сделал. Вот. То есть обычный M2 SSD и все. И все. Когда ты отходишь от стола, тебя слышно, как, как соседи за стеной.
Но это хорошо, потому что шумодав у Шура работает неплохо. У меня микрофон хороший, вот этот шуровский. У меня их получается 3. Но здесь сейчас 2. Очень удобные. И понятно, что у меня там не супер-мега-микро. Я говорю, я не особо понимаю людей, которые используют еще и усилители. То есть это они считают, что у них такой прям бархатный голос, и народ смотрит потом и слушает с какими-то там супер колонками аудиофилов. И YouTube не пережимает. Ну, в общем, мне, наверное, я все еще колхозин. Хотя, опять же, фикса, вот это на камере фикса 35 миллиметров у меня, она мне прям радует конкретно. То есть картинка меня прям радует. Тискмаста, тебе спасибо, что пришел. Саня, в какое время лучше купить Honor Magic 6 Pro Global? Я не знаю, какая сейчас скидка и где ты будешь покупать. Кстати, сказал, что собираюсь 14 ультра купить и не купил. Эпичный фейл, да? А надо купить, потому что там предзаказ. Но очень хочется какой-нибудь там супер-мега-код на приода, а его нету. Потому что здесь тоже очень много всяких промокодов. Вот. И хочется получить эти промокоды где-нибудь хотя бы. Но мне кажется, что это бесперспективняк. Возьми перерыв, ты мало спишь, очень вредно для тебя, ты знаешь, я переживаю за тебя. Никифор, все будет норм. Я вот слово тебе даю, что я уже отстрелялся на 95%. Мне просто надо было сделать то, что я хочу. У меня такая штука, я все равно никогда не сделаю все, чего хочу. Но так, все, 3 раза мы прогнали, да? Но в основном я сделал все, что хотел, и это хорошо. Опять как боксер говорю, да? В целом миссия выполнена, большинство миссий, и я очень этому рад. Теперь мне надо найти... Кстати, у меня родовский микрофон утонул, вот этот вот. Вот этот вот род. По-моему, за 20 он с копейками. И вы бы знали, я жаловался по поводу этого, по-моему, на стриме. Он начал работать, а пока он не работал, я решил проверить род вот этот, который я недавно утопил тоже. И он тоже начал работать. Теперь у меня, в общем, 2 нормальных микрофона есть. А до этого было 0. И поэтому в обзоре на 14 ультра у меня звук на входе и выходе, я бы сказал, позорненький. Да-да, не покупай 14 ультра. Почему не покупать? Нет, купить я точно куплю, я хочу белый цвет. Белый цвет, фотокомплект, рассказать, что это бесполезная лабутень, и все. Где купил прикольный гаджет, который у тебя на носу с 2 стеклами? Это Roedme, Xiaomi-шный бренд. Вот для красоты, чтобы казаться умнее, и, ну и в принципе, это как аксессуар от компьютера и от всего остального. Вот их 3 штуки у меня. По-моему, больше у них и нету. Потому что все остальное, они супер дешевые есть еще, но мне они не нравятся, они давят слишком на переносицу. Вот эти более-менее 3 очков мне нравятся. Остальные не особо. И, кстати, вот эту вот штуку у нас не отработала сейчас. Я еще один люксометр купил, поинтереснее. Скоро увидите. Дмитрий Градиенко, мне кажется, догадывается какой, да, Дмитрий? Потому что мне только дай повод, я что-то увидел, и все. Пришел, увидел и купил. Если кто-то пришел, увидел, победил, то про меня это пришел, увидел и купил. И утопил потом, да? Вот, все, люксометр нашел. Все, теперь мы готовы хоть что-то полезное сделать на этом стриме, а конкретно проверить яркость. Я думаю, что он уже отдохнул. 560 тысяч баллов. По-моему, до этого тоже было 560, нет? Сколько первый раз был прогон? Все, он уже отдохнул, и смотрим люкса. Ну, это какое-то дно. Нет, не дно. 700 люксов норм. Ну, как бы не... тут нету максим. Нет, 700 люксов для этой стоимости. Знаете, почему я говорю для этой стоимости? Потому что 22 тысячи он стоил на сейле. Я посмотрел, такого 22 штуки стоят. Сейчас на распродаж нет, он стоит, по-моему, 29. Ну, в общем, вот цена нормальная, 22 штуки, или 21, вот как К11, потому что они вот прям копии. То есть от этого и надо танцевать. При том, что здесь 5G нету, разумеется.
Да, я уже понимаю, что там может быть. Да, тоже последний 0,9. Разумеется. Но я как-то не думал, что они есть. То есть, Дмитрий, вопрос был не в деньгах, а вопрос был в том, что я понятия не имел, что их уже начали делать, эти штуки. То есть, это реально портативное нормальное устройство. Такое не особо романтичное, но я как человек, который пытался учиться на инженера радиоэлектронных средств и отучился 5 лет, благо, тебе скажу, что тема эта, что они сделали. А шим с DC-димингом до 15% можно считать. Видите, везде. То есть мы добавляем до 15, добавляем до 15, добавляем до 15. Poco X6 Pro плохой телефон. Когда я сказал, что он плохой, я сказал, что за 24 штуки это отличный смарт. Для какой стоимости? Сформулируйте, пожалуйста, потребности. Потом мы с вами диалоги будем вести, да? На Алираспродаже так цена Xiaomi 14 Ultra глобалка будет ниже, чем сейчас. Я не знаю, я вам показал только что то, где я буду приобретать, она стоит сколько я посчитал? 118 или 108? 110 тысяч. Но я все еще морально не готов его покупать. Я очень хочу с какими-нибудь баллами, потому что он показывает 39, а я когда начинаю оплачивать, у меня он показывает 41 тысячу. Это не рублей. И хочется, конечно, дешевле. Ну, хочется всегда дешевле. Жадность фрая разгубила. Realme Narza 70 будешь покупать? О, кстати, у меня же есть еще Realme, как его называют? Realme Note 50, который там 6 тысяч рублей стоит. Может, его тоже пообозревать попозже? Сейчас пока не готов я. Я фанат Oppo, но стримы смотреть интересно о других брендах. Взаимно, приятно вас всех видеть, но помним, да, что стрим это в первую очередь повод собраться для того, чтобы пообщаться. А вот эти вот все штуки из разряда, ну пусть качают, из разряда полезности. Ну а почему не полезно? Вот сейчас увидите, там, как долго качается, допустим, Diablo. Diablo качается прям очень долго, но проблема в Diablo, что когда ты его качаешь... Я еще Meizu 21 хочу купить, но это я буду брать на Алишке. А Xiaomi, получается... Meizu 21 Pro, он абсолютно бесполезен, никому не советую его покупать. Я хочу его купить только потому, что я блогер. Вот 51%, кстати. Redmi Note 13 Pro показывает 51 уже за... Это вот так я и тестирую, просто чтобы вы понимали. 16 минут. 16 минут, 15 минут 50%. 15 минут 50% Redmi Note 13 Pro 5G. И, кстати, в телефон, наверное, запишу, потому что комп у меня будет другой с собой. И так 24/7 я 6 лет живу. Ну, параллельно еще, разумеется, зарабатываю. Realme, Redmi. Но это все лирика. Pro 5G. 15 минут это круто. Это прям очень круто. Вы согласны? Xiaomi 13 Ultra Global. Так, Honor 100 будет. Его я еще не купил. Я закинул его в корзину. Я думаю. Я не очень хочу. Вы хотите Honor 100? Напишите. Есть ли смысл или применение? Я по профессии работал 14 лет с половиной. Технически. Я всегда был на инженерной должности. Как бы Ctrl, ну вот я всегда был на своем месте. У меня много было моментов в жизни, когда мне говорили, иди туда, я говорил, я вот на что учился, там и работаю. Я фанат режимов переключателя OnePlus, да, антистресс. Народ, а что лайкаем стрим? Да, не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Нас не так много, но мы в тельняшках. Пам-пам. И не забываем подписываться на канал. Для меня это несложный, не мучительный стрим. Я рад, что вы все пришли. Почему? Потому что, я говорю, мне все равно это все дело тестировать, мне все равно все это дело загружать, мне все равно все это дело бегать. И оно всегда хорошо, когда ты делаешь это не один. Просто раньше мы это делали, повторяюсь, на Твиче. Теперь мы делаем это на Ютьюбе. И
Это хорошо. Крутая зарядка, да, да. Вот он, Redmi Note 13 Pro 5G. Diablo решил установить, да. Так нет, он у меня установлен, просто он, получается, вот эти без вот этих вот штуковин, Diablo очень-очень-очень медленно работает. То есть он с фризами будет. А, Уважение, 14 лет инженер. Можно же сказать, что продолжаешь в этой тематике. В каком-то смысле да, вот, в каком-то смысле да. Но у меня всегда был инженерный вуз, если кто-то понимает об этом что-то. И я делал все для того, чтобы все было хорошо. У меня получалось чаще, чем не получалось. И в моей бытности все было очень просто, с одной стороны. С другой стороны, меня всегда убивало, для кого это сложно. Физику никто не отменял. И со мной работало много людей, которые намного умнее, чем я. Только не могли применить очень часто многие свои знания никак. В этот переключатель глючит и не начинает через пару лет. Да вроде нет. У кого-нибудь были проблемы с OnePlus с переключателем? Лайкосик за старание. Ну, как, опять же, знаете, как часто говорят, что люди ищут себя. Вот я и себя искал всю жизнь. Всю жизнь. Мне очень повезло в 33 года найти, что я кайфую от того, что я делаю ролики на YouTube. Вот. Если вы думаете, что мне реально кайфово, то есть невозможно заниматься одним... Я не люблю топы, единственное, вот топы я не люблю, потому что я понимаю, что существует очень большое количество аудиторий, которые у меня смотрят только топы, и каждый раз, когда я их делаю, во-первых, я прохожу все то же самое, что уже было, мне даже читать лень, даже писать лень, вообще все лень, но еще внутри у меня, вот если бы я не делал топы, у меня бы ролики смотрели лучше, потому что там, не знаю, стрим бы делал, люди бы приходили. А так ты делаешь топы, человек приходит раз в полгода, посмотрел топ и уходит, и все. Вот. Но это все рефлексия абсолютно бесполезная и абсолютно ненужная. 14 лет в одном уважуха. Бигсама, я менял должность раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть должностей. Но все, да, все по моей тематике. Раз, два, три, четыре места работы. Ну, одно большое место, но вот перемещался. Даже 5. Александр, заколебали этим вопросом. Что бы ты взял на аналог Xiaomi 14? Так нет у тебя ничего. S24 или Xiaomi 14, или Zenfone 11. Все. Все. Нет, года 3 седьмая прошка служила, и переключатель никак не деградировал. Вот круто. Александр, привет. Знаю, что Сани пишут, что Honor Magic 6 Pro Global урезанный функционал. Думаю, купить. Интересно. Урезанный функционал в плане чего? С него звонить нельзя? Или вот что и где они урезали? Расскажи мне, пожалуйста. Поделись с нами. Опять же, без сарказма. Почему так долго? Почему он так долго? Вот видите, у вас получается, вы покупаете какой-нибудь смартфон, и вроде бы он грузить должен недолго, но в итоге вы все равно будете залипать с ним. Почему такая беда? Ну, вот так. 3:35, к слову, у меня время. Все, кто хочет порадоваться моей... Так, извини за личный вопрос. Жена есть? Никифор была в разводе, 2 детей, если вы не в курсе. 3 года и 11 лет. Нил и Марк. Вот. Они сейчас летят тоже в Абу-Даби. Будем там тусить. Никаких моральных проблем у меня с личным нет, пока не начинают меня учить, как нужно жить. Потому что когда у тебя седина в бороде и тебе 40 лет, учить тебя бесполезно в жизни. Техники можете меня учить, буду очень рад. Вот. Плохому и сам могу научить, кто посоветует. Я уже смотрю тебя полгода. Хочу поменять Redmi Note 9 Pro, но никак не могу определиться с выбором. 9 Pro просто удачный телефон. Redmi Note 8 Pro удачный телефон. И у них процы стояли нормальные. Я понимаю людей, которые с Poco X3 Pro не могут уйти. И вроде бы уже все, и экран уже выцветает у кого-то. И не знаю, там что-нибудь отваливается, а смартфон норм. Это ты на северах 14 лет в инженерах, да? 12 лет на крайнем севере, 2 года в приравненных областях. Вот. Суммарно или нет, подожди.
12,5 лет, наверное. И 12,5 в приравненных. По тарифу рос. Только по тарифу. Саня Galaxy рос. Пинали. Galaxy Buds 2 Pro или Buds FE. Про FE мало информации. Скоро будет вся информация про эти двое наушников. Потерпите. Очень скоро. Что значит 1.36? Расскажите мне, пожалуйста. Поделитесь. Абу-Даби, Абу-Даби, Буда. Денис, ну какая разница? Я не особо горю желанием. Ну туда так туда. Мне куда бывшая супруга сказала лететь, я туда и лечу. Что женщина сказала, лучше и делать. Если опять же. Ну это такой плохой совет. Если она ничего плохого вам не говорит. Вот. Очень благодарен, что да, что мы потусим. Именно умирает дисплей после обновы MIUI, телефон упал в завод. Время. Вот видите, Алексей, вы столкнулись, еще у меня люди в форумах столкнулись, а другие пишут, а почему ты не вспоминаешь, что у Samsung взорвались аккумуляторы? Я считаю, что это либо разводилово, либо что-то с этим специально сделали. Почему я там не вспоминаю? Я говорю, у яблок вообще ничего не было. Александр, у меня Realme 6, но, увы, стал гаснуть экран при прослушивании сообщений. Все перепробовал. Видимо, датчик приближения умер. На замену этой же бренда в бюджете 12-15 тысяч. Нету ничего, что будет аналогично. Докиньте 1006 к 15. 7. Хотя звучит это максимально неприятно. Либо купите iQOO Z8S, но это будет не глобалка, Z8X за 13 тысяч. Вот. Но там определенные минусы есть, конечно же. А Артур, меняю раз в год. iPhone 14 Pro Max поменял на 15 Pro Max. До этого был 13 Pro Max. До этого был Huawei P40 Pro. До этого был Huawei P30 Pro. По-моему, P30. P20 Pro точно был. Вот как только Huawei перестали гуглы нормально обслуживать, я поменял все это дело на яблоки. Яблоки снимают лучше. Мои задачи. И весь подсъем на YouTube вы видите на них. Это такая боль, он еще качает все еще одну штуку, что ли? Или что с ним такое вообще? Какой к черту гость? Это он 3% всего скачал? Народ. Подскажите мне, кто разбирается, это что за прикол? Он качает? Что за дичь? Притом это гигабитный интернет. Ладно, я отключу везде их. Везде отключу Wi-Fi. 74% за 75%. Сейчас посмотрим, когда будет. «27 минут, 75%. Redmi Note 13 Pro. Мне кажется, что нам придется еще и Redmi заряжать. А почему он так быстро разрядился? Сколько было у Redmi заряда? Кто-нибудь помнит? И мне вот интересно, почему он с 1 мегабайтом скачивает. Это прям какая-то лабутень ненормальная. Не должен так качать. Должен качать значительно бодрее. Укачало при скачивании. Вполне возможно, я сейчас отключу Wi-Fi везде. Либо процессор медленный, он очень долго распаковывает и устанавливает игру. Вот, как вариант. Поэтому 554 своих смартфона я отключаю сейчас от интернета. Да, еще и этот висел здесь на нем. Как старые добрые устанавливали игры на ночь ставили, да? Или качаться что-то с инета. Помните? Сериальчик какой-нибудь. Ну вот просто я смотрю и получается... А, нет, он все-таки закидывает. Вот видите, 0 из 13, из 14, 0 из 14. Просто если это дело не скачать, то он будет по-любому подтормаживать. Если это дело скачать, то тогда тормозить он не будет. Либо будет значительно меньше тормозить. Вопросики к твоему интернету. Нет, у меня гигабитный интернет. Вот ничего там, никаких вопросиков быть не может просто.
Серваки игры не очень. Может быть, но я не помню, чтобы так долго что-то скачивалось. Распаковка. Нет, он просто распаковывает долго. Процессор медленный. Слабый, медленный. Процессор не может быть медленным. Может быть слабым или нет. Каким роутером пользуешься? Штатным роутером я, к сожалению, пользуюсь, потому что здесь залочено все под их программы. Я не понимаю, почему они, почему, но они запрещают устанавливать не свой роутер, понимаете? То есть вот такая вот беда. На твой взгляд, какой смартфон сейчас будет адекватной заменой Redmi Note 9 Pro? Вы уже спрашивали, Алексей. Все максимально всегда просто. Если Redmi Note 9 Pro, значит адекватная Redmi Note 12 Pro. Правильно? Адекватно в плане чего? Я говорю, все это такая специфичная штука с этой адекватностью. Как получилось, что ушел из инженеров? Лево-браво я и не ушел, я просто уволился. У меня 32 льготных, мне нет смысла дальше было служить. И все. Да я, в принципе, увольнялся, мне кажется, года 3. И последний год интенсивно. Не всегда это очень просто. Смотрю тебя, каюсь, не все видосы, но по многим жду именно твоего мнения. Огромное спасибо, Энза. Я повторяю, что если вы один раз за год приходите, я, конечно, рефлексирую по поводу этого, как говорю, по поводу топов. Но, с другой стороны, не и этим я безумно благодарен, если у вас есть время, вы смотрите меня. Было такое части Rapid Share или Deposit File. Да. И еще слетало, когда было вообще зашибись, да? Вот когда слетало, была просто романтика. Но все еще качает. Ощущаете всю глубину глубин? Когда вы смотрите обзор, вы уже видите, как типы там бегают и вам рассказывают про то, как благополучным образом все это дело по автономности. А когда ты сидишь и смотришь все это дело, Алексей Земцов давным-давно, очень давно на пенсии. Это плохо? Вы же видите седина в бороде. Пенсия максимальная, не беспокойтесь. И мог уйти еще в 31 год. А какой смартфон больше всех запомнился в хорошем плане за все время техноблогинга? 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max. Самый запоминающийся смарт. И мне реально понравился он. И до сих пор я считаю, что он очень-очень-очень крутой. Вот. Продолжай. Денис, спасибо большое. Раз затягивается скачивание, какой он напишет откуда. Самое интересное, я скачал, не затягивается, я скачал этот PUBG, чтобы поиграть. Но мне кажется, просто совместим. Я сейчас объясню вам, в чем смысл. Он сейчас у меня докачает до максимума, надеюсь. Я потом поставлю его на заряд, хотя вряд ли. Не, наверное, все-таки это слишком долго для вас. Наверное, мы сейчас поиграем все-таки в PUBG, да? Чтобы вы примерно прикинули, сколько это времени. И поэтому, разумеется, народу... Ну, у меня, опять же, вот смотрите, как это происходит. Почему я столько могу? Потому что у меня вот смартфон тротлинг-тест проходит, смартфон заряжается, тестируется, еще кое-какой смартфон еще кое-что делает, и одновременно при этом я тестирую этот смарт. Да, может быть, я что-то за это время теряю. Ну, а что я теряю? То есть, если они не могут быть бес всегда был самый в ребре и в бедре. Параллельно слушаю твой стрим, кайф. Чалов, взаимно, спасибо, что пришли. Повторяюсь, да, это такой способ, как в курилке пообщаться и на домашние темы, и на рабочие темы, и на житейские темы. Инженер, он и в Африке инженер. Да, да, да. Что, какой смарт, на твой взгляд, лучший в категории цена-качество? iPhone 15 Pro Max.
по баллам каким-нибудь. А лучше тот, который вам подарили. Хочу снимать простые ролики для YouTube. Достаточно ли камеры Samsung S23 Plus или советуешь что-то в этом бюджете? Яблоко, iPhone. Любой iPhone. И там же и монтировать на этом айфоне, начиная с 14. Конечно, лучше 15. Все. Ну и, разумеется, петличка какая-нибудь. Я имею в виду, что какой смарт, на твой взгляд, лучший в категории цена-качество? В какой категории цена-качество? В какой цене? iPhone 15 Pro Max. Купишь, можно продать дороже. То есть очень много моих знакомых, кто покупают, допустим, не знаю, в том же Абу-Даби, летят в отпуск, покупают комп и отбивают 100 тысяч рублей на билетах, покупая MacBook. Либо iPhone, опять же. Я знаю, как яблоки покупать дешевле значительно. Опять же, делиться я этим не буду, но люди... Я понимаю, почему ниже ритейловских цен кто-то продает где-то. Какой бы видел идеальный смартфон, компактность Asus, не камера айфона? Я об этом не думаю. Ну, то есть, я об этом реально не думаю. Люди очень сильно удивляются, когда я и даже думать не хочу. Спорт жизни как? Лео Браво, как, когда у тебя спорт, когда тебе 40 лет, и у тебя нет времени поесть? Ты лучше спроси, я сегодня ел или нет? Угадай с 3 раз. У меня такая тема была, кстати, по-моему, в 21 году, когда я один раз понял, что я 2 дня не ел. Я реально 2 дня не ел, я забыл, забыл поесть 2 дня. На третий день, когда я такой, что-то надо закинуть, потому что уже все, вырубаюсь. Вот, и не знаю, у меня вес не меняется. Я что-то, когда есть время, я начинаю бегать. Когда нет времени, вот сейчас их вообще нет. И все. И из-за стримов тоже, но меня это радует. То есть какая разница, что тебя радует? Вот сегодня меня это радует, завтра что-то другое. Но, повторяюсь, стримы у меня не прекращались. Просто они переходят с одной платформы на другую, и все. А как таковые стримы, они как шли, так и идут. Распаковка. Вот получается только на 501, на 1 гектар второй, а остальные все 500, гектар, 328. Ну да, немало. Он больше распаковывает. м Нет, ну получается чай с... Мне кажется, здесь есть фруктоза. Пил. Вот. Пил. Redmi Naomi. Ну, некоторые у меня, допустим, в шахтах, кто работал и по 5 дней не ели. Ну, как бы, если ты занят, почему нет? Спорт это хорошо, спать не в 5 часов утра это хорошо, а, не курить, не пить, заниматься спортом, все это отлично. Но всему свое время. Напоминаю, что да, у многих уже 23:50. Огромное спасибо, что вы на стриме. Мы вам всем очень рады. Я за всех говорю. Почему всегда так быстро разговаривает, а он энергетики и кофе допинг? Нет, если даже я не буду пить энергетики и кофе. Энергетики я вот только сегодня выпил, мне кажется, месяца 2 не пил. А кофе, да, кофе я пью много. Но у меня такое смутное ощущение, что ты, в принципе, быстро разговариваешь, если у тебя поток мыслей немедленный. Хотя в моем понимании я разговариваю медленно. Я каждый раз, когда пересматриваю стрим, у меня такое ощущение, что я торможу. Потому что думаешь ты все равно быстрее, чем ты говоришь. Мне одного дня не продержаться, в моем случае голодать с моим весом и ростом. Дмитрий, тебе надо есть без остановки. Тебе спасибо, вам понятно. Vivo X100, камера хорошая от Sony. Алекс Мельников, у меня есть обзор на данный смартфон. Если тебе не сложно, вбей в YouTube Vivo X100, Польза.нет и посмотри обзор. Так, я думаю, что все, банкет, мы не добили его. Мы не добили, не допили. Ну и, может быть, это и возможно, но мне кажется, уже маловероятно, что мы добьем. Добьем или нет? Дьябло, нет? Да, нет, пишем. Я уже не могу. Как-то я переоценил. Правое ухо необычное.
А левое тоже необычное. Почему? Почему у меня ухо-то необычное? Потому что правой стороной сижу, а если левой сижу, то левое необычное. После этого я буду сидеть в этом, после стрима такой, что у меня с ушами, что у меня с ушами, вроде не борец. Ред, что, простите, ухо? Опоссум, да. Про нос, кстати, уже было как-то, потом про брови, еще под что-то. Не, пойдем в PUBG Genshin, да. Что-то какая-то бесконечная просто загрузка. И он еще, смотрите, есть еще 583 и на гектар. Давайте распакует этот. Притом вот этот он Вестмарш качал. Башню не качал. Данные лица не качал. Снаряжение не докачал еще. И колыбель древних еще не докачал. Саня, последний обзор OnePlus 12 медленно говорил. Слишком медленно. Алекс Крис, спасибо большое, что зашел. Не, в Самаре час ночи. Опоссум даже удивилась, смешная. Сяомишная клава обычная. Так, я, наверное... Вот теперь он докачивает, да? Вот уже почти. Ну почти, но не почти. Уже больше половины он скачал, если, наверное, не 90%. Но, опять же, говорю, если вот, допустим, в этой теме не скачать все, то проблема будет в том, что ты будешь, когда играть, он будет тормозить, реально. Что у меня смутное ощущение, что он ее что он устанавливает ее. Да, распаковывает то, что уже скачано. А скачать он скачал все. Для души и кайфа юзер экспириенса какой бы себе телефон оставил? Samsung S24 Ultra, но он очень неудобный в использовании. Поэтому я оставил себе S23, S24. И для сравнения, вот он. Вот. Но опять же, для конкретно моих задач каких-то, не ютуберских, у меня вот эти два смартфона. 15 плюс, ой, точнее, не этот, а вот этот. 13 Pro Max и Poco F3. Вот. Тебе криптой можно задонатить? Я понятия не имею. Есть Donation Alerts, посмотрите. А разве можно... Это знаете, как я недавно у миллионного блогера видел рекламу алкоголя? Я потом стал гуглить, а разве можно его рекламировать? Оказалось, нет. Но как бы человеку, наверное, вообще плевать, потому что его никто не тронет. Сколько стоит интернет мобильный и домашний? Я плачу, по-моему, 3000 рублей за гигабитный интернет. Очень дорого. Ну, как бы, что есть, то есть. Кофемашину в плане... Так их немерено вообще на распродажах всегда. iPhone 15 Pro Max. Да, я не понял. Red Naomi. Сегодня, кстати, да, мы не вспоминали про Donation Alerts в топку. Если кто-то, в общем, донат какой-то кинет, напишите. Ну, мне кажется, и так хватает людей, чтобы можно было в комменты написать, я и так отвечаю. Так, выкиньте рил на помойку. А, вы ощутили всю глубину глубин, да? Ну, видите, в чем плюс? Видите, в чем плюс, что вы на стриме реально можете ощутить, что даже вот ты игрушку какую-то качаешь, и это боль, даже с гигабитным интернетом, реально это прям вот боль, к сожалению. Сказать, что это как-то все супер весело, ну, я не скажу. Абсолютно не весело. Ace 2 Pro. А зачем Ace 2 Pro, когда есть Ace 3? Вы скажете, это одно и то же, я скажу, что нет, не одно и то же, потому что один свежий, а второй нет. Так, все, мы подзаряжаем его перед тем, как гонять или нет? 16%. Или гоняем так? Гоняем так, в общем. Сразу говорю, что я не буду переключать на... Или переключиться. Давайте переключусь, наверное, попробую расширить.
Копировать. Сцену 2. Вот это вот дело мы удаляем. Вот это дело вставляем. Расширяем. Ну, в принципе, какая-то докартинка, правильно? Какая-то, но картинка. И все. И с этого момента можем начинать банкет. Так. Я пропустил вспышку. 100% уже 13 Pro Plus. И он быстрее зарядился, чем 40 минут. Ну, я не знаю сколько. Я сейчас вам скажу, сколько Вот такое тоже бывает. Особенно при зарядке. Это так бесит. Ты просто оцениваешь что-то, что за какое время заряжается. И такой 27 минут 75%. Вот в следующий раз 75% я буду тестировать. Так, авторизация. Почему я не авторизировался? Не авторизировался. Не авторизован разве? Лабутень. Телефон круглый. Но это потому что получается... Сейчас. Я просто пароли вбиваю, чтобы зайти в Bizarre. Зашибись. Еще и ошибку выдают. Можно поменять на... Получается, картинку. Но мне кажется, это не критично. Так, мои герои. Польза. Зато, кстати, вы посмотрите, а здесь FPS лучше, чем когда я играл через камеру. Да? Вообще норм. FPS-то норм. Вот такие вот пироги. Я засыпаю. Опоссум, иди спать. Я без сарказма. Так, смотрите. Графика 60 FPS нельзя для этого девайса. Высокие можно? Очень высокие нельзя. Резкость изображения можно? Можно. Визуальная средняя. Давайте резкость изображения выключу. Вот FPS 60 нельзя, это, конечно, печаль. Хотя, подождите, мы сейчас проверим, может быть, это можно дело разлочить где-то. И заодно вы увидите еще и частоту обновления экрана. Максимальная. И для, видите, отдельных приложений нету ее. И мы еще сейчас сразу разблочим разработчика. Дополнительные настройки. Разработчик. Частоту обновления выставляем. 120 Гц. Bluetooth кодеки показываю вам. 5 можно устройств одновременно. Разумеется, стерео и аудиокодеков достаточно. Вот. Всем еще раз спасибо, кто зашел. Не забываем прожать лайк. 15% у нас осталось батареи. И New State я скачал. Immortal давайте. Давайте в Immortal зажгем. Если брать снаряжение, что мы там с видами новыми? Хорошо. Посетить распознавателя. Ага, не посетил. Нет, посещу сейчас. Ну, в целом, давайте-ка минут 15 поиграем. Я думаю, мы сразу поймем, достойна эта штука или нет. Запомнили, 15%. 15 минут. Я, по-моему, уже играл в эту штуку. Когда эти типы заразились. Еще раз, что ли? Цель распознаватель. Все. Да. Криза, конечно, приличная. Но опять же, здесь в Вестмарше они очень часто бывают такие с тормозами. Без разницы на каких смартфонах, потому что здесь народ телепортируется. Складской район. Хорошо. Бигсама. Обнимая собакенов. На собакена тема. Воздух чистый.
Все. Победы близки. Создать рейд. Отмена. Так. Вот. Вот так вот можно создать рейд и самому же избегать. Алекс, досмотришь, будем только благодарны. Какой-то расфокус вообще лютейший. Наверное, надо вот отсюда играть. Да, ну так получше. Хотя надо, по уму бы было яркость поменьше, но мы тогда не сможем протестировать ее. Новые. Все хорошо. 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 Все, у меня столько этих всяких камушков. Запись видео разблокирована. Отлично. Комплекты получить. По-моему, я играл уже в эту штуку. Ну ладно. Открыть двери. Поднимите мне веки, да? Звук, кстати, норм. Норм пообщались. Дальше пили контент. Да, мой генерал. Постараюсь. С апостолом попрощался. Да я уж понял. Вообще, народу, если не на смене где-нибудь там, не в наряде, или нет дел, то, разумеется, лучше спать. Мы как-нибудь там протестим, вы потом сможете посмотреть. Тем более, видите, какой у меня сегодня эпичный файл с камерой. Хорошо, что с этим смартфоном это произошло. Это будет мне на будущее уроком. Почему? Потому что надо готовиться лучше. Если не успеваю, то не успеваю, и черт с ним. Это не романтично все. В общем, прошлый ролик слишком я медленно говорил, да? С ванплацами. Вы имеете в виду сам, наверное, само тело, ну потому что многое хотелось сказать и не забыть. И иногда мысль терялась. Я говорю, я не все записываю и что-то по ходу вспоминаю. Но вход-выход вообще никогда не записываю. Вот вход-выход по мне, что у тебя в голове, то ты и должен декламировать. Все, что позволяет абстрагироваться от реальности, которую не очень хочешь замечать, я считаю, все хорошо. О, ух ты, ёшки. 15 побольше. Так, а что здесь еще интересно? О. Я понятия не имею, куда я приполз здесь, но точно здесь карта большая. Не, графон нормально вытягивает он, кстати. Графон он вытягивает. Я не скажу, что он подтормаживает где-то. Ну, есть фриза. Но вот здесь телепортов ни от кого нету, и он вроде норм. У меня нет ощущения, что он тормозит.
Лихо. Как-то быстро он погиб. А, минусы жизни. То, что это тай. А какие плюсы? Ну, 91 человек в онлайне. Интересно про жизнь в Тае, можете написать, я расскажу. Поставьте плюсики, если интересно. Могу много чего рассказать. Буду фильтровать, разумеется. Так, и чат погиб. Чат повис. Везде своя специфика. Плюсы то, что безопасно. У тебя губной нервный тик, может быть. А вы психолог? Нет, просто некоторые, когда, допустим, я знаю этот прикол, что когда я о чем-то думаю или что-то делаю, если я не разговариваю, то у меня шевелится, либо могут и уши шевелиться. Я это не контролирую, это не тик. Тик у меня был на брови, на одной и на второй. Но я вам расскажу страшную тайну. Люди, которые 20 лет провели в форме, их очень сложно чем-то зацепить. Поэтому, если это была из разряда там накинуть что-то, ну, такие мелочи жизни. Я о себе и так все знаю. И о своей походке, и еще много о чем. А по поводу тая, ну вот смотрите. Первое, это очень дорого все. То есть курс сейчас 2,8. А когда мне говорят, что вот ты как бы не понимаешь ценок, нет, я понимаю в ценах прекрасно все. Вся электроника в России дешевле намного. Но это конкретно моя тема. Хотя здесь я получаю ее раньше. И опять же, я умудряюсь дешевле купить. Но в России я бы все равно, мне кажется, извращался бы и покупал бы еще дешевле. Если говорить про еду, специфичная еда, если вы к ней требовательны, то вы кукукнетесь, потому что никаких там огурчиков, помидорчиков вы не купите. Точнее, вы купите, но это все равно будет намного дороже. Если вы думаете, что фрукты и овощи здесь дешевые, здесь даже бананы дороже. Вот. Если говорить про жилье, его можно снять, допустим, довольно дешево. Опять же, хорошо жить здесь дешевле, чем в России. То есть, если у тебя есть там, не знаю, сотка хотя бы на съем жилья. Но если у тебя утрированно там 20 тысяч, и ты не на опыте. Если ты на опыте, можно, я уже говорил, что за 20 тысяч рублей снимать студию хорошую с бассейном недалеко от моря. Но если ты не разбираешься, то ты будешь ее снимать за 80 тысяч рублей, за 70. Если ты шаришь или у тебя есть друзья, знакомые, то да, реально купить, снять за 20 тысяч рублей. То есть здесь реально нужно шарить. Плюс большинство людей, которые приезжают и знают английский, в Таиланде его забывают, потому что в Тае почти никто его не знает. Плюс вы, наверное, не совсем понимаете, что такое фалан. В Азии, ну, во всяком случае, в Таиланде, все европейцы, ну, либо русские, это фаланы. Ты никогда не будешь здесь считаться человеком. Ну, фалан это фалан, я не знаю, как вам объяснить. Но это фалан. То есть, и единственное, я был во Вьетнаме, вот во Вьетнаме я жить точно не смог бы, потому что там люди, конечно, по мне несчастные. Здесь все-таки счастливых, страна улыбок не зря, не потому что они супер хорошо живут, а потому что религия такая, буддизм и т.д. и т.п. Прям у них вшито. По безопасности есть города безопасные, есть очень-очень опасные. Здесь много китайцев в Бангкоке живет, для примера. И там очень много опасных районов в Бангкоке. Вот. Но если ты хочешь зарядиться и жить безопасно, то ты можешь найти это очень легко. Главное там, опять же, помнить, что если ты пьянствуешь и дерешься, нигде тебе безопасно не будет. Полицейских здесь море. Плюс еще таксисты на полицейских работают. Какие еще специфические вещи? Очень-очень дорогие
дорогое ЖКХ, прям безумно дорогое. То есть сказать, что безумно дорогое, это ничего не сказать. Я плачу только ЖКХ здесь 16 тысяч рублей. Хотя, опять же, у меня вот, допустим, знакомая только вчера сказала, в Питере она платит 19 тысяч за трешку в центре. То есть в центре трехкомнатная квартира в каком-то мегаполисе у тебя будет еще дороже выходить. Если говорить про продукты питания, повторяю, что здесь питание не дешевое. Но, опять же, качественное питание и в России не дешево. Очень дешевые билеты в другие страны. То есть там в Азию какую-нибудь, в Малайзию слетать, на Бали, на Мальдивы. Все копейки стоят, можно реально купить очень дешевые билеты. Медицинское обеспечение, я вам скажу, что все хуже, чем у нас, намного. То есть много очень тестов, которые вы в России бы могли сделать без проблем. Здесь сделать просто невозможно. И вам, конечно, скажут, что вы там, ну, там лучшее лечение, допустим, рака. Здесь не лучшее лечение рака, здесь просто оно дешевое и хороший климат для тяжело больных. Здесь все рассчитано на пожилых. Вот, поэтому и есть пенсионные визы после 50 лет. И интернет очень хороший. Очень хороший 5G интернет, я прям тащусь. Что еще? Как-то легче все, я не знаю, как объяснить, но это вот как по поводу губного тика. Ты постепенно в тебя это проникает, но очень многие люди, это, кстати, к минусам отнесу, их рассасывает. Рассасывает, вот, ну, по-другому не сказать, они расслабляются, потому что у тебя климат вроде бы позитивный, люди позитивно настроены, все френдли, азиаты очень любят европейцев, если вы, допустим, мужчина, если женщина, то у вас тоже будут, ну, что-то другое, что-то диковинное. У нас тоже очень много, кстати, людей любят, в принципе, людей из Азии, именно потому что это другое. И в этой среде, в комфортной среде, где тебе не надо там шмотки покупать для зимы, довольно сложно оставаться в тонусе, в рабочем. Потому что тебе надо? Поесть купить, попить, ну, допустим, вот я о будущем своем, я о прошлом всегда заботился. И я могу автономно, там, не знаю, лет 10 прожить и утрированно, если не будет никаких-то лютых форс-мажоров, ни в чем себе не отказывать. Но из того, что мне надо. Опять же, помню, что я не курю, не пью, не употребляю там запрещенных веществ. Но в целом, опа, здесь очень сложно включиться в работу. Очень сложно. Людям. Мне норм. Для примера, я ни разу не плавал за 1,5 года в море. Ну, то есть мне это не важно, мне не интересно. Я в бассейн, да, ходил исправно. А вот так, чтобы в море, если я катал куда-то там в аквапарке, то это кого-то я там с кем-то катался, но не сам. И, ну, говорю, я люблю, занимаюсь любимым делом. Там кое-что есть, что я делаю для того, чтобы это дело мне не давало минус, конкретно YouTube. Что с моим подходом в минус очень легко уходить. Но компенсировать это как-то возможность есть, поэтому норм. Режим, вот как я жить здесь, я не знаю. Мне вот все знакомые там, они то работают, то так повеселиться, то работают, то повеселиться. Вернешься. С какой целью, Рома, интересуешься? Я говорю, причин нахождения у меня здесь тулиард. Просто тулиард. Если вы думаете, что что-то где-то изменится капитально и мое местонахождение поменяется, нет. Это не так работает у меня. То есть у меня все, к сожалению, завязано на очень большое количество вещей. Возможно, я вернусь в Москву. Возможно. Может, даже завтра. То есть утрированно там мне сегодня написали Может быть, я даже уйду из блогинга. Я не очень хочу этого делать, но если будет слишком жирное у меня предложение, то блогинг будет, но просто в меньших объемах, значительно меньше. И надеюсь, что, конечно, это... Ну, нет, я надеюсь, что у меня все срастется и так и будет, но
Нет, надеюсь, что не будет. Что предложений прям супер хороших не будет. Вот. По местным красивым местам не ездил. Ну вот сейчас я лечу в Абу-Даби. Я не знаю, я очень топорный чувак. Мне вот это, как говорят, там природа, еще что-то. Мне не важно. Мне правда не важно. Очень многие люди не верят, что можно быть таким чуваком, которого вот важно только железка. Так, съел он 5% за 15 минут. Нажимаем на 4, 20% в час он ест. Когда примерно что 40 тысяч? А зачем ты там живешь? Дмитрий, а зачем вы живете там, где вы живете? Потому что это вам выгодно. То есть мне это выгодно сейчас. И все. И может быть, я не прав, но пока все, что у меня получается за счет того, что я здесь, получается намного лучше, эффективнее и все. То есть, мне что вам сказать, что бабло победит зло очередной раз? Бабло победит зло. Все. Ну, то есть, в моей системе координат жизненных деньги, они решают какие-то проблемы. Если мне скажут, что ты, ну, вот как я на Крайнем Севере работал 12 лет, если мне скажут, что на Крайнем Севере ты будешь зарабатывать больше, я завтра соберу чемодан и полечу на Крайний Север. Если скажут, в Африке будешь зарабатывать больше, я соберу чемодан и полечу в Африку, пока у меня есть здоровье. А потом я буду бежать, 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 а потом я умру. И все стандартно. Вот в моей семье это так принято. Еще раз. Что YouTube? Добро пожаловать, да, мы на YouTube. Тот счастливый момент времени, когда вы увидите, 5 секунд, что я начал рассказывать, как зарабатывать деньги, знайте, что я потерял себя. Потому что нормальный народ будет вам советовать учиться, работать усердно и искать себя. А так, все это мелочи жизни. Так, чуть-чуть подзарядим до 20%. Это будет очень быстро. Яркость он не сбросил, играть было нормально. Блины ем иногда ем красную рыбу. Топ до 40 тысяч будет. Считайте, будет топ до 30 тысяч, но считайте он и до 40 тоже. Потому что там, где будет 40, он будет чуть за 40. Ты утрируешь. Что именно я утрирую? Нет, мне реально... Нет, мне очень нравится мой вид. И знаете, почему вид из окна мне нравится? Не потому, что я там верчу смартфон, потому что у меня какое-то внутреннее... Ну вот все, лучшего вида у меня не будет. Ну, то есть лучшего вида за окном у меня реально не будет в жизни. Не будет. У меня есть аналогичный вид, он тоже в роликах есть, там, где вид на город. Но вот для себя я лучшего вида не... Ну, и мне большинство из людей, которых я знаю, получая такой вид, сидят с бокалом или кружкой чая, или еще чем-нибудь, или крепким, и такие, ну все, жизнь удалась. А я его вижу, и мне как-то... У меня нет ощущения, у меня никогда нет ощущения, что жизнь удалась. И я от этого кайфую. То есть мне всегда мало, и я всегда, ну, там, что-то пишут, там, это плохо, здесь плохо, здесь плохо. Я критику воспринимаю. Правда, я часто баню, если люди грубо пишут. Допустим, сегодня с утра один из подписчиков моей личной телеги написал: сделай вот это, вот это. Без слова «пожалуйста», ни привет, ничего. Ну, то есть, человек просто без культуры общения на нуле. Я понимаю, может, он меня там 50, ну, там, все 6 лет смотрит. Но это моя личная телега. Я чаще всего, ну, я не знаю, кому-то неуважительно обращался. Так вот началось мое утро так. А к чему я это все ною? К тому, что, наверное, уже полпятого утра, и я начинаю тупить слегка. К тому, что у всех свои радости. Я не знаю, вот когда я там бегал, я всегда был рад быть вторым. Я не знаю, как вам объяснить. Ну, то есть первым был иногда, но вот прям редко, и не было того удовлетворения. Когда ты второй, ты просто вот типа сделал, но вот чуть-чуть обломался, и тебе есть еще куда бежать. Или, не знаю, там на лыжах я участвовал, я был, притом до этого я там бегал в соревнованиях каких-то, и на лыжах там предпоследний. Но когда сдача была, там я был первый. Ну, и вот такие моменты, и мне было, ну,
прикольно тоже быть предпоследним. Не знаю. Владислав, а разве у меня нет русского общества? У нас сейчас... Что такое русское общество? Русскоязычное? Поверьте мне, здесь русских больше, чем, не знаю, чем в Сочи. Русскоязычных. Но я не стебусь. Здесь реально в Сочи меньше русскоязычных, чем в Паттайе. В Паттайе русских больше, чем азиатов. Вот прям вот так. И к чему я это все? К тому, что сейчас не общество 102 человека в онлайне. Я всегда в обществе, с одной стороны. С другой стороны, я часто повторял, вот как говорят, ты за 1 год к одиночке привыкнешь. Мне для счастья нужен интернет. Все. Мне для счастья нужен интернет. Я либо буду читать, либо буду смотреть какие-нибудь фильмы, либо буду играть. Я не человек вот этого вот мира реального, к сожалению. То есть я уже то поколение, которое в 6 лет получил компьютер, и меня это все устроило. Другой вопрос, что я реально понимаю, что нужен спорт, нужна какая-то коммуникация. Нужно идти из точки А в точку Б, чтобы что-то купить в реальности, потому что иначе тебя поломает сеть. То есть если ты будешь в сети постоянно, это будет очень плохо, очень плохо. Прям сказать, что очень даже нереально плохо, сформулирую так, потому что у тебя ментальное здоровье и физическое уйдет в никуда. Вот, да. И это как раз глобализм. Почему? Знаете, как чаще всего понятно, что с чем-то я согласен, с чем-то нет. Допустим, с какими-то там либеральными идеями я согласен. Если мы не о политике, а, наверное, вообще об отношении к жизни. А чем общество какое-то от какого-то отличается? То есть вот сижу я с азиатами разговариваю, недавно с японцами разговаривал, ну, там, и по бизнесу с китайцами часто разговариваю, еще с кем-то. Вот сижу и разговариваю, чем они отличаются, их общество от нашего. Чем? Культура? Культура везде европейская. То есть там в носу не ковыряться, там не плеваться, в отличие от очень многих представителей Индии. Но в целом, вот чем, по-вашему, отличаются другие культуры? Я вам спойлерну, ничем. Вот ничем. Они такие же. Что богом помазанные только те, кто родились, не знаю, в Оренбургской области или только в Сингапуре или только в Нью-Йорке. Нет, все люди, человеки одинаковые. Это глобализм. Да, понятно, что всем государствам это максимально некомфортно, чтобы все на одном языке говорили, максимально некомфортно общее правительство, общие ресурсы, но технически так оно и есть. И когда мы говорим об обществе, я не знаю, каким образом я под это подвел, но меня это беспокоит реально. Я повторяюсь, что есть хороший человек в соседней квартире, есть плохой человек в твоей квартире. Легко. Есть твой враг, прям вот с тобой сидит на работе напротив 15 лет. И это не зависит ни от национальности, ни от какого-то там языка или еще от чего-то. Вот. А в моем случае, ввиду того, что я говорю, я до сети, можно сказать, ты техноблогер, ты теперь общаешься, до сети мне было, по-моему, 8 лет, был еще... Нет, был уже интернет, сейчас я скажу, когда был. По-моему, уже 9 мне. Или я уже в Питере жил. В общем, я помню четко, что я еще ходил... Нет, я ходил уже в 6 класс. В 6 классе я играл на Яху в шахматы с американцем. И мы вот сидели, переписывались. Еще транслитов, ну, как-то мне английского хватало, чтобы с ним общаться. И вот он мир. Биг Сама. Не-не-не, я по верхам не иду. Почему по верхам? По каким верхам? Вы просто спрашиваете про общество, спрашиваете про... Опять же, вот мы с вами сидим, просто человек написал про русское общество. Мы обсуждаем китайские железки с американским программным обеспечением, на котором точно работали русские инженеры или еще какие-то там индусы, еще кто-то. Ну, реально, у меня штатив китайский, микрофон американский, камера японская, интернет чей. Ну вот и а общество соединяется благодаря чему? Ну вот оно все общество. Нет, хороший, плохой, злой — это понятие растяжимое. У меня просто есть позиции, и, наверное, иногда нужно о них говорить. Вот. И повторяюсь, как можно рассуждать, что мне не с кем общаться. Чаще всего, к сожалению, на каких посиделках я не был, допустим, здесь, это либо мужики, которые мерятся органами,
моего возраста, рассказывая, какие они эпичные, притом обычно под серьезным алкоголем. Либо второй вариант – это, к сожалению, попытка продать что-либо на каких-нибудь играх. Очень редко, но люди как-то выживают. Единственное, с чем я, если кто-то, понятно, там кто-то из Германии у нас смотрит, он уже, по-моему, нету его, и кто-то из России, кто-то из Израиля, отовсюду. Хорошо там, где нас нет, друзья, всегда. А мне хорошо с вами. Спасибо, что вы приходите. Realme 12 Pro абсолютно не игровой смартфон. Поиграть можно, можно попробовать еще. Давайте в PUBG 10 минут. 10 минут буквально, потому что я до 5 утра хочу лечь спать. Когда ложишься после 5 утра, вообще плохо. Вот прям стабильно. До 5 утра. И не хотите знать, знаете, как часто я говорю, если не хотите знать ответ, не задавайте вопрос. Нет, Бигсама, мы на политику никакую не перейдем, потому что, когда я говорю как раз, что я глобалист, это вообще не политика. То есть, это вообще не политика. В каком месте это политика, когда, допустим, до этого, ну, контент мой, разумеется, и канал для русскоязычных или англоязычных, потому что на других языках я не говорю. Но я бы был очень рад, если бы везде говорили по-русски, там, без разницы, везде по-английски, по-французски, по-японски. Я бы изучил этот язык, и мне бы было проще, что во всем мире все одинаково на одном языке разговаривают, понимаете? Это не панацея, язык объединяет, как и религия. Даже язык больше объединяет, мне кажется. Хотя все это специфичная штука. Но, говоря об Азии, по-английски здесь говорят очень-очень плохо. Если ты хочешь забыть английский язык, лети в Таиланд. Хорошего соседа потерял Рома. Неважно, откуда человек, главное, чтобы человеком был. Ничего не понял, но очень интересно. Так, в HDR единственное высокие разрешения графики, и можно понеслась. 15 минуток. А почему? Что я сделал? Почему я вас потерял, Рома? Татарин, спасибо за стрим. И вам спасибо, что пришли. У меня ничего не меняется и в голове тоже. И говорю я всегда намеками. Как и все. Вот. То есть она была крепостная крестьянка до 1976 года. И мне вообще абсолютно наплевать, кто за что топит и как. Потому что, ну, в моем понимании, вот это колхозно-приходском, вот эти вот все городские, и потом из телевизора переписали книжки. А если у тебя была вот эта вот деревенско-колхозная семья и деревенско-колхозные корни, наверное, по идее, они в их понимании я должен был бы погибнуть или не знать этого, но мне вот это не повтираешь. И вот опять же, это не про то, какая печаль была, что крепостные были до 1976 года, а к тому, что меня растили эти люди, которые всего боялись. И я всю жизнь буду всегда всего бояться, и это нормально. И это в каком-то смысле безопасность, поэтому я фильтрую то, что я говорю с детства. И то, что сейчас я вам говорю, можете за меня не беспокоиться. Сергей Погосян, да, видны ваши сообщения в чате. Только одно. Душевный стрим. Слава, да. Да, почему нет? Потому что почти 5 утра. Ну и потому что смартфон такой себе. Я не думаю, что кто-то досмотрит до этого момента. Давайте будем откровенны. Так, 60 FPS не держит, он не показывает, он 90, что абсолютно неудивительно. И включаем старт, стоп, 29%, первый процент он съел за 15 секунд. А все-таки берем iPhone или какой Android в категории 23? Не, ну за 30 тысяч рублей, а какой ты iPhone купишь? В плане стилуса задержка точность. Xiaomi Mi Pad 6 Pro лучше, чем Huawei MatePad. Лево, браво. Я вот честно скажу, что я не проф в плане задержки. В плане задержки, в плане и там она нулевая. Или я чего-то не понял вопроса. Дмитрий Гордиенко, ты почему еще не спишь? Иди ешь и спи. Набирай массу. И без сарказма, кстати. Ты, кстати, пишешь что-нибудь новое интересное или нет? Или там у них заглохло? Не будем рассказывать никому ничего, но я думаю, что ты понял, о чем я. Так. Понимаю всю глубину глубин. О, Томе уж получше будет. Взял 13Т за 36.
А почему ты думаешь, что ты ошибся с выбором? Опа, ничего ж себе. Как же эти ложные нажатия с этими великолепными, просто великолепнейшими и ужасными. Не нравятся мне эти экраны водопада, вот хоть убейте. Так, я думаю, что на одних патронах норм. Да, норм. Или вот этот лучше. Нет, лучше Беркли взять сразу и все. И эти патрончики выкинуть. Нам все равно надо 10 минут выжить. Хватит шифрами говорить. Не-не-не, вот шифрами и надо говорить. Потому что всем остальным говорить не стоит. Если хочешь выживать, нужно говорить так, чтобы никто не понял, даже ты. И быть всегда не понимающим ничего и не помнящим. У меня была история, когда я следователя довел одного, который мне кричал, что 106 человек написали, что помнят, а ты говоришь, что просто не помнишь. И, ну, как бы сформулировать вам честно, на мне-то это бы не отразилось вообще никак, но вот меня как-то так пришило, и, ну, как-то вот в моем понимании проще не быть причастным, чем быть причастным к дичи, даже пусть даже человек, который страдает от этого, говорит тебе, да вообще плевать, наоборот сделай, чтобы мне не делали мозги. А ты думаешь, не, я не хочу быть вот в этих всех темах. Смотрите, уже этими, как это называется, ну все, бот. О, пулеметики, пулеметики, пистолетики. Так что учитесь разговаривать, контролировать себя и чтобы не встревать. Так, уже фриза 44-42 FPS. В общем, 90 FPS не то, что 90, а это очень слабый девайс. Я думаю, 15 минут, потому что ему уже тяжело. Все, я переосмыслил, я не ошибся с выбором. S24 Ultra. Массовая проблема с зернистостью экрана при низкой яркости на темном фоне. Samsung дефекты не признает. Типа так и должно быть. А я не посмотрю, потому что я его уже продал. Я не видел. Все глухо с типами этими, поэтому пока так. Ну, Дмитрий, я же говорю, ну я уже все, как тебе сформулировать. Я тогда понял, что это люди без чуйки, без фантазии. То есть я сказал, что нужен утрированно, нужна фабрика. То есть лупить, 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 лупить. Потому что иначе это бесполезно. Но человек, наверное, просто потратил много денег на первый раз и решил, что ну его в топку, потому что выхлоп нулевой. А с этими делами, если ты что-то делаешь, ты должен это делать, потому что хочешь делать, а не потому что это выгодно. Как думаешь, продолжит ли разработку ядерных батарей для смартфонов? Я думаю, что они будут разрабатывать что угодно и где угодно, и неизвестно, к чему это будет применение. Ну, я не думаю, что прям ядерные батареи. Прям ядерные батареи. О, мыл сегодня всю квартиру. Я думал, я сначала прочитал, будет день рождения, что ты там квартиру. Думаю, ничего себе, кто-то купил тебе на день рождения квартиру. Но нет. Опа, вот это вот типок. Какой же это косоглазый. А, нет, я его снес. Вот еще. Опа, еще.
Какой-то странный звук, вот такой стучащий. Не совсем понимаю, почему. Ну ладно. Так, мы уже 6 минут играем. Яркость он сбросил чуть-чуть, но FPS мракобесная. Да, 15 число уже скоро. Vivo 100 Plus видеть нет, никак думаешь. Vivo 100 Plus одна проблема, это процессор. И мне не кажется, что это долговечная тема там. Да, Дмитрий Гордиенко, если не делать это... Так нет, если не делать, выхлопа не будет вообще никакого. Вот, они не делают. И это глупо. Либо не начинай вообще, либо делай нон-стопом, чтобы забивать категорию. Ну, как бы... Я говорю, просто у людей проблема, что они не понимают, что... Ну, ладно. Везде законы одинаковые. И в бизнесе многомиллиардном. Я говорю, вот сколько не общаюсь, есть люди там, у меня знакомые, у них надо как-то мягче. Из бизнеса, скажем так. Большого тоже. И законы везде одинаковые бизнеса. Везде. Ты либо работаешь, и все гуд, либо нет. Опять же, ну, есть еще шальные деньги. Это, допустим, когда ты там украл или замутил, или, допустим, бизнес государственный, это другие истории. Но вот в обычных каких-то историях все стандартно. Ты должен копать, и все у тебя будет гуд. 18 марта будут скидки на смартфоны. 18 марта будет скидки на все. Как вы видели, они даже баллы давали. Помните, на сутки 300 баллов на 24 часа? Это было нереально круто. Вот за это уважуха, и это, знаете, такой маркер. То есть они возвращаются в большую игру. Мое мнение. Валера, если нет нигде, то, скорее всего, польза стрима. Ты всегда вбивай название смарта и польза.нет. Просто по-русски польза.нет, все. Или по-английски. Или с названия смарта и пользы. Он тебе будет выдавать, если я там есть что-нибудь. Так, и... Восемь минут уже играем. 50 FPS, 40 FPS. Ну ладно. Притом я не все на максималке выставил. Ну, что есть, то есть. Буду смотреть на экран через вас. Скидки на мой день рождения. Да. Вот я говорю, предзаказ взять. Всего на 14 ультра, 110 штук, еще один. Куплю я его, куплю. Никуда я не денусь. Так, два еще надо купить. Биг Саммы. Нет, я не буду подборку делать. Подписывайся на телегу скидок, там все будет. Но будет топа 2 до 18. Может даже 3. Топ флагманов и субфлагманов, скорее всего. Может еще топ до 30 тысяч рублей тоже будет. Крали ли телефоны на почте? Нет, один раз мне прислали вместо, получается, Xiaomi, по-моему, 13T отвертки. Да, наверное, получается, крали. Но Али вернула деньги. Опа, я вижу, типа. Опа. Так, мне, наверное, неудобно так будет играть двумя пальчиками. Опа. Одни боты. Хорошая катка. Можно 11 минут нон-стопом поиграть, да?
Дмитрий, вы будете заблокированы, потому что, первое, если сравнивать эти две площадки, то, что вы Global имеете в виду. Опа. Какая-то подлая. И он еще меня видит. Прикол в том, что он меня видит. Никуда я не пойду. Потому что если ты кого-то не видишь, а он по тебе стреляет, лучше его подождать. Может, он сверху. Сверху или сзади. Откуда-то лупил. Но с ним будут проблемы, если он меня прям почти убил. Ничего ж себе завалено здесь, сколько народа. Залутано. Здесь открыто. Здесь закрыто. Так. Телефон для бабушек. Потому что нет 90 FPS на PUBG. Ну, кому-то подойдет. Кому-то зайдет этот смарт. Опа. Опа. Это прям совсем интересно. То есть технически надо просто в куст ложиться и все. Ждать следующую зону. Что оттуда вряд ли кто-то меня увидит. Зайти оттуда невозможно. Так. Да нет, двадцатник норм цена. 20-22. 5 человек осталось. О, понятно. Опа. Все будет одинаково. Все придут сюда. Через этот подъем. Больше никак. Три живых. О, вижу.
Это не надо уже мне. Скорее всего, он еще будет здесь вдоль стенки идти. Сверху не пройти. Только вдоль стены. Это не бомбы. Пошли. Все. Number one. 16 минут. Было 30, правильно? То есть стало 23. 28%. При том, что давайте за 17 минут он сбросил яркость или нет. Мне кажется, нет. Там и нечего было сбрасывать. Играть можно. Не, сбросил. Ну, 615, 630, 600 более чем. Но это не игровая, конечно, не игровое решение. Результат. Смарт хорош. Насколько решать вам. Разумеется, он ближе к камерафонам. Примеры фото завтра в телегу скину. Вот. Завтра будет и теловский, повторяюсь, смарт. На 7 дюймов телефоны вряд ли будут нормы, они слишком большие. Но компакты, видите, компакты просто-напросто народ не покупает, и все, они дорогие. Вот и вся проблема. То есть были бы дешевые. Да. Кто по-другому смотрит на какие-то вещи? Помним, что у каждого свое мнение, у каждого своя ответственность, у каждого свой жизненный опыт. И все. И я вас уважаю. Я вам безумно рад. Спасибо, что поддерживаете контент. Если подпишетесь на канал с колоколом, помните, что не важно, как мы смотрим по-разному на мир, жизнь и все остальное. Главное, что вы от меня получаете, это однотипные, однообразные, многолетние обзоры на железки с неплохим, я считаю, анализом по поводу стоимости. Вот этого у меня не отнять. Я вам слово даю, что у меня не только бренды консультируются по поводу ценообразования и магазина, но и площадки. Вот. Шарю я. То есть и для вас, и для нас. В плане того, что я надеюсь, вы что-то поняли. Я не хочу, все, я стопорну. Но YouTube мне в этом, в моей жизнедеятельности очень сильно помогает. Очень добавляет мне очков во многих поприщах, которые у меня идут параллельно. OnePlus оболочки, как думаешь, насколько супер? Добрый, Сергей, Кастро, Мэри, Алекс, Рома, Алекс, Виктор, Дарк, Владислав, Константин, Леонид и Георгс СПБ. Огромное спасибо, что пришли. До встречи. Жарить здесь особо было и нечего, но, повторяюсь, огромное спасибо, что вы пришли с нами пообщаться друг с дружкой. Никифор, то же самое. Всех вас приятно было увидеть. Скорее всего, стрим, повторю я, 27 числа, но, возможно, я попробую застримить, если будет нормальный интернет, 15-го. 15-го в Абу-Даби. Но там я не знаю. Хотя камеру я такую же возьму. И возьму еще и, в принципе, и Razer. Посмотрим. Посмотрим, попробуем. Повторяюсь, огромное спасибо, что пришли. Добра и удачи. Приходите 18-го в телегу, скидок будет у нас сейл. 17-го, по-моему. 17-го начала сейла на Алихе. И мы зажгем. Добра всем.